Раз.
Sen beni фондыты харакшат. Халта улужы нығы емің ханхаремне болауғы. Турушин схваткну ди унгург жихёп. Бұқы емің хананса болны көлді. Зуг ничөті күлтекті көбілет. Одан болшай. Ямар харонлыва. Зуг ямырова. Харжайын замбушит. Хойыр эфирті табло. Хойыр кайарты туршынчо. Мұны тайыш туршы жойнып. Исқылдыр хыды. Хойыр оронча соға. Нығы ем бола алды. Федотов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются за анекдоты о жизни Бурятии. Меня авиагар жайынге мұң. Ямар долданова. Ямар комментаторы сарадында ол қағайым. Эрдім байырчы Дудхваяна. Гриша Кожевникова можно. Шо худуди. Сеткі емің күн-күнті яны ұғыжы. Барылтхаваны ұғыжы. Инсо. Телеграмсо. Бурес Бурятия. Федерацияң. Харқады болға. На ковре победу по баллам одержал Баяндуев Жаргал, Республика Бурятия. Приглашаются Костников Федор, Республика Саха-Якутия, Циринжапов Дамдин, Республика Бурятия. Максар. На эфире ее ссылка. Орангоню тагая лдвин группу нудру. Вайберсо. Телеграмсо шедикти. Дефо улан дол жанегж. Хархазым будну говеж волх.
Так, все нормально, все правильно, оценили, все правильно. Просто там 12 здесь еще. Понятно? Так, потом, чтобы не было. А что здесь проверяет? Ну, ковер Б. Екінші телефондары, смартфондары немножко хартык болшын хэ. Айлыгдыны көйем баха. Хенара харатны А ковер дэры баха. Камернин хэн, профессиональный камера. Аны бэгэтны эфир юнин. Мо камерар эфир хэхдыжен. Хайырдыхи камеры өй. Звук, аны хайыр койоттытны әділі өйх, болғы қард. Жарыны говорил жөн. Дуржиев, Гонсаранов. Саха, Якутия, Постников, Царинжапов, Дамдин. Нэхэн схватка. Хонин схватка был жөн. Волха. На ковре А. Представитель команды Республики Бурятия в красном трико Заритон Доржиев, 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства России среди юношей, тренируется в школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева, тренеры Ирин Сандебеев, Виктор Сандебеев. В синем трико на ковре Б. Арсалан Ансаранов, кандидат в мастера спорта, призер Дальневосточного федерального округа. Тренируется также в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7. Тренеры Владимир Куев, Владимир Жансараев. А на ковре А победу одержал Арсалан Дансаранов, Бурятия. На ковре Б в красном трико Постников Федор, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 26 лет, имеет спортивное звание кандидат в мастера спорта. Лучшее спортивное достижение – чемпион Дальневосточного федерального округа. На ковер А приглашаются участники весовой категории 50 кг. Женская борьба. Ханда Цыбенова, Бурятия. Юлия Бамбагаева, Бурятия. В синем трико Царинжапов Дамдин. Ему 20 лет. Спортивное звание кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа.
Стоп. Таня, время. На ковре Б победу одержал Циринжапов Дамдин, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограмм. Зарницын Игорь, Амурская область, Куприянов Дмитрий, Республика Бурятия. Не, подожди. Алда, отойди. На ковре А идет второй период поединка. Период поединка боится Сиетрико Юлия Хапагаева. Представляет команду Республики Бурятия. Стоп. Кандидат в мастера спорта. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Кунжуева. Тренирует руководством Удара Рамсуева. Синим трико Ханда Цыбенова. Мастер спорта России. Представляет команду Иркутской области параллельно зачетных Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ. Тренер Юрий Дашмимай. Есть. К выходу на ковер А приготовиться борцам Алима Бетаповой, Дариме Самбуевой. К выходу на ковер Б приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. Хайдаков Баликто, Циренов Буян. Оба Республика Бурятия. Руку смотри, Алда. Центр. Тройка. На ковре А победу одержала Ханда Цыбенова. Приглашаются Алима Бетыпова, Дарима Самбуева.
Ввиду травмы победа присуждается Дариме Самбуевой. Ввиду травмы соперницы приглашаются весовая категория 53 килограммов Александра Карамзина, Республика Саха-Якутия, Дарима Санжиева, Бурятия. Величкевич, ввиду травмы Санжиевой, ввиду травмы Санжиевой. Ввиду травмы Даримы Санжиевой победа присуждается Александре Карамзиной, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории 61 килограмм. Александр Авелов, Республика Саха-Якутия, Ринчин Кармаев, Бурятия. На ковер А повторно приглашаются борцы веса 61 килограмм. Александр Авелов, Рынчин Кармаев. Приготовиться к выходу на ковер А Нюргуну Терентьеву, Саха-Якутия, Эрдему Баракшонову. Ковалева отправь. На ковре А борцы веса до 61 килограмма. В красном трико Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. На ковре Б победу одержал Куприянов Дмитрий, Республика Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Хайдапов Баликто, Республика Бурятия, Цыренов Буян, Республика Бурятия. Александр Авилов тренирует под руководством тренеров Яковлева и Капитонова. В спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки Республики Саха-Якутия. Борис Трико, представитель команды Республики Бурятия, Рынчин Кармаев. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева под руководством Димы Немаева. На ковер Б к выходу
приготовиться спортсменам Подкаменев Бабасан, Свинобоев Станислав. На ковре Б работает судейская бригада в составе руководитель ковра, судья в категории Павлов Евгений Артурович, судья международной категории, арбитр на ковре Цыбиков Циден Элбекович, Республика Бурятия, боковой судья Лапжинов Александр Александрович, Хабаровский край. На ковре Б победу одержал Цыренов Буян, Республика Бурятия. Приглашаются Подкаменев Бабасан, Республика Бурятия, Свинобоев Станислав, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории до 86 килограммов Качаян Гер, Тараян Сосо.
На ковре Б в красном трико Подкаменев Бабаса. Ему 18 лет. Имеет спортивное звание кандидат в мастера спорта. Тренируется под руководством Онкуева Базарова. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. В синем трико Свинобоев Станислав. На ковре А победил Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Миргун Терентьев, Якутия, Эртем Баракшонов, Бурятия. На ковре Б в синем трико Свинобоев Станислав. Ему 20 лет. Имеет спортивное звание мастер спорта. Станислав является бронзовым призером первенства мира. Тренируется в Центре спортивной подготовки под руководством тренера Уварова. На ковре Б победу одержал Свинобоев Станислав, Республика Саха-Якутия. Приглашаются спортсмены весовой категории до 86 килограмм. Качаян Ев, Приморский край, Караян Сосо, Хабаровский край. На ковре А участники 1/8 финала весовой категории 61 килограммов. В красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Миргун Терентьев. Кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия. Тренеры Захаров и Устроев тренируются в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки. В синем трико представитель команды Республики Бурятия Эртем Баракшонов. Параллельный зачет Забайкальский край. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Баира Зеленова.
ковре Б в красном трико Качаян Гер. Ему 27 лет. Имеет спортивное звание мастер спорта Российской Федерации. Является победителем Дальневосточного федерального округа. Тренируется в спортивном клубе «Булат» под руководством тренера Дабаев. В синем трико Тараян Сосов. Ему 22 года. Кандидат в мастера спорта. Является серебряным призером первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Тренируется в Хабаровской краевой федерации спортивных клубов под руководством Шаманиди Лапжинова. Время. Ковер Б после этой схватки приготовится спортсменам Лубянецкий Максим, Рамазанов Эмиль. К выходу наверное, приготовится Алдару Шижинимаеву и Рустаму Федотову. На ковре Б победу одержал Качаян Гер, Приморский край. Приглашаются Лубянецкий Максим, Амурская область, Рамазанов Эмиль, Хабаровский край. На ковре А победу одержал Гергун Терентьев, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Алдар Шижинимаев, Бурятия, Янустам Федотов, Саха-Якутия. На ковре Б после этой пары приготовятся борцам весовой категории до 70 килограммов. Бадоев Булат, Мункуев Чингис.
11. Не отвечает? На ковре А начали встречу борцы весом 61 килограммов. В красном трико Алдар Шайжанимаев. Кандидат в мастера спорта. Представляет команду Республики Бурятия. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ. Тренеры Батыр Такбаев, Баир Назаров, Зубаржам Манзаев. Синим трико. Представитель команды Республики Саха-Якутия Юнустан Федотов, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки Республики Саха-Якутия, тренеры Захаров Масельский. А там 12-я пара. На ковре Б в красном трико Лубянецкий Максим, ему 22 года, мастер спорта Российской Федерации, является победителем первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва. Тренируется под руководством тренера Покровских. В синем трико Рамазанов Эмиль, мастер спорта России, ему 23 года, является победителем Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Представляет команду Хабаровской краевой федерации спортивной борьбы, тренируется под руководством тренера Мицкина. Да, арбитр. Глаза я подержал, но не должен был находиться в нейтральном положении. Красный, вот так красный сорвал, понимаешь? Руку он поставил, вот точно. Можно дождаться нейтрального положения, чтобы не бросить, где это защитить. Так, сейчас включает.
На ковре А победу одержал Делустан Федотов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Арслан Танцаранов, Жаргал Намгинов, представители команды Республики Бурятия. На ковер А повторно приглашается Арслан Танцаранов. Приготовиться к выходу на ковер А Алдару Гуеву, Владимиру Ренчинову. Победу одержал Рамазанов Эмиль, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов. Батоев Булат, Республика Бурятия, Узгуев Чингис, Республика Бурятия. Приготовиться Куприянов Дмитрий, Укоев Игорь. Давай, давай. Начинай, начинай. Замечание кому синему, да?
На ковре Б победу одержал Батоев Булат, Республика Бурятия. Приглашаются Куприянов Дмитрий, Упхоев Игорь. Оба спортсмена представляют команду Республики Бурятия. К выходу на ковер Б приготовиться Аваку Албану, Гармаеву, Сандану. На ковер Б приглашаются спортсмены Куприянов Дмитрий, Республика Бурятия, Упхоев Игорь, Республика Бурятия. На ковре Б в красном трико Куприянов Дмитрий, мастер спорта России, тренируется под руководством Цыдыкова Эдуарда Тунгуевича в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Манзракшеевича Сидеева. В синем трико Игорь Упхоев, мастер спорта России, представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Николаевича Манжуева, тренируется под руководством заслуженного тренера, чемпиона мира среди ветеранов, мастера спорта СССР, одного из основателей вольной борьбы Республики Бурятия, Баймеева Виктора Васильевича. На ковре А победу держал Раргал Намгинов, Республика Бурятия. Приглашаются Алдар Мункуев, Владимир Пинчинов.
А на ковре А в красном трико Алдар Мункуев, мастер спорта России, Республика Бурятия, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Завиктол Менчиков, Бояр Цередов. В синем трико Владимир Минчинов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, также тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Валерий Табанаржиев. Куприянов Дмитрий. Мынхова Хадожапха. Шхадитехова Заловая мнах. Ох ты! 5 баллов. Харинехн кухни. Оркхум. Запомнить. Халтаза Яна. Какой ему надо хиханна, но из уха есть Гархулвайна. Энкулом. На ковре Б победу по баллам одержал Игорь Упкоев, Республика Бурятия. Приглашаются Авагу Албан, Гармаев Сандан. На ковре Б работает судейская бригада в составе руководитель ковра, судья международной категории Павлов Евгений, Республика Бурятия. Арбитр на ковре Лапшинов Александр, Хабаровский край. Боковой судья Дондаков Алтар, Республика Бурятия. Что, фамильник кумба? На ковре А работает судейская бригада в составе руководитель ковра Владислав Бартаханов, судья всероссийской категории Республика Бурятия, арбитр на ковре Дмитрий Табаев, судья первой категории Приморский край, боковой судья Батыр Пурбуев, Республика Бурятия, судья первой категории.
На ковре А победу держал Алдар Монкуев, Бурятия. Приглашается Жаргал Воентуев, Великто Серемпилов, представитель команды Бурятии. Ковер Б после этой схватки приготовится Парникову Петру и Шапкину Владиславу. На ковре Б в красном трико Авакумов Албан, Республика Саха-Якутия. Ему 23 года, является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Представляет команду спортивного клуба «Республиканский центр спортивной подготовки». Тренируется под руководством Дмитриева Макарова. В синем трико Гармаев Сандан, Республика Бурятия. Ему 20 лет, кандидат в мастера спорта, является призером первенства Дальневосточного федерального округа, представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мазрачевича Сергеева и тренируется под руководством Роднаева Салона, Хияева Сергея. На ковре А борцы весом 61 килограммов, в красном трико Жаргал Воентуев, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, призер первенства России среди юниоров, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Иван Симаев. Синим трико Великто Серемпилов имеет первый спортивный разряд, представляет команду Республики Бурятия. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 15. Тренер Иванинский. Победу в душе одержал Авакумов Албан, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Парников Петр, Республика Саха-Якутия, Кривошапкин Владислав, Республика Саха-Якутия. Приготовиться спортсменам весовой категории до 70 килограммов Даржиев Аюр, Гергенов Лев.
На ковре А победу одержал Жаргал Военуев, Бурятия. Приглашаются Максим Бурьянов, Дамкин Сырыджапов, представители Республики Бурятия. Красный прямой на ковре А Максим Бурьянов, кандидат мастера спорта, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством заслуженного тренера России Валерия Николаевича Иванова. Сильный прямой Дамкин Сырыджапов, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева, города Волгоград, тренер Иван Лазаров. На ковре А победу души одержал Дамкин Сырыджапов, Бурятия. Приглашается Саян Батоев, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. Ага, хари. Ковер Б мне что-то. И она зависает. Сколько шалкада мне вроде нормально было. Сейчас уже эфир запустил. Я хвагаем. Что-то пропуск кадров вот горжал много. Ну вот ковер новый. Нынешний веб-камера заксана. Наверное, может полный был. И он чиним. На ковре Б победу одержал Кривошапкин Владислав, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Дажиев Аюр, Республика Бурятия, Гергенов Лев, Республика Бурятия. На ковер Б приготовится после этой пары Толстикову Руслану, Фомину Олегу. Ихар Халтаханову. К выходу на Ковер ковер Б. А приготовится борцам веса до 57 Узлы килограмм. алтышынча адам. Баиру Шахтурову, Қытай байтара болығыт. Ихинен запущу. Ковер Адеровна Батоев, Влад, Константинов.
Стену, сбоку сядешь. 60-70 килограмм. На ковре А красным триком борется Саян Матоев. Забайкальский край, кандидат в мастера спорта, призер первенства Забайкальского края. Тренирует под руководством Болота Майсаланова, Жабхалана Цемпилова. Борис синим триком на ковре А Петр Константинов. Представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Болот гэж хараагүй гадал худлаар шиж байгаа нь. Жарнагад энэс. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Тренирует под руководством Никифорова и Иванова. На ковре Б в красном трико Доржиев Аюб. Ему 18 лет. Имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Дободоржиева Валерия Дашиевича. В синем трико Гергенов Лев. Ему 19 лет. Кандидат в мастера спорта. Представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Мунко Жаргалова Мунко Баировича.
На ковре А победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются борцы весовой категории 57 килограммов Баир Шахтуров, Аркадий Дашкондуков. На ковре Б победу одержал Киркенов Лев, Республика Бурятия. Приглашаются Толстиков Руслан, Республика Бурятия, Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. После этой пары на КВП приготовится к Устуеву Гугеду Саяну Джинсымаеву. На ковре А в красном трико Баир Шакуров представляет команду Бурятии, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Станислав Чиров, Шалком Ратнаев. Борец трико Аркадий Дашкондуков. Имеет первый спортивный разряд, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Иван Немаев. На ковре Б в красном трико борется Толстиков Руслан, Республика Бурятия. В синем трико Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. Красный бороться.
ковре Б работает судейская бригада в составе руководитель ковра Павлов Евгений, судья международной и всероссийской категории. Арбитр на ковре Хамединов Руслан, судья международной и всероссийской категории, Амурская область. Боковой судья Цыбиков Циден, Республика Бурятия. Чисто техническую победу одержал Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Жамсуев Буркет, Республика Бурятия, Шевзмаев Саян, Республика Бурятия. Ковер Б приготовится Циденов Ваир, Шаростепанов Даша. На ковре А победу одержал Аркадий Дашнандуков, Республика Бурятия. Приглашается Тараскал Григорьев, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Эрдениев, Республика Бурятия. На ковре Б в красном трико Шамсуев Буркет, Республика Бурятия. Ему 22 года, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством мастера спорта международного класса Шамсуева Угара Александровича. В синем трико Шевзмаев Саян. Ему 21 год, представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Саян является серебряным призером первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется под руководством мастера спорта международного класса Цыренова Бояра Чагажаповича.
синий. На ковре А победу одержал Харыстал Григорьев, Республика Саха-Якутия. Приглашается Базар Платаболотов, Забайкальский край. Мухаммед Амин Куштов, Хабаровский край. На ковре Б победу одержал Саян Живзымаев, Республика Бурятия. Приглашаются Циденов Лаир, Шарастепанов Дашан. Оба представители команды Республики Бурятия. Подними трико. Вот так, да. После этого поединка на ковер Б приготовится спортсменкам весовой категории до 55 килограммов. Ильиной Евгений, Просверлиной Александре. Действия красные. На ковре Б в красном трико борется Циденов Баир, Республика Бурятия. Циденова Баира символизирует тренер, мастер спорта международного класса Базаров Батман. В синем трико борется Шарастепанов Дашан. Ему 29 лет, имеет спортивное звание мастер спорта международного класса. Даша является бронзовым призером чемпионата России и представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского
мобилизирован. Тренируется под руководством Зеленова Бояровича Жаковича, Адамова Марковича. Чисто техническую победу на КВБ одержал Шаростепанов Дашан. На ковер приглашаются женщины, спортсмены весовой категории до 55 килограммов. Ильина Евгения, Республика Бурятия. Расселена Александра, Республика Бурятия. После этой схватки приготовиться спортсменкам весовой категории до 57 килограммов. Таджаковой Ульяне, Кондратьевой Кристине. На КВБ в красном трико борется Ильина Евгения, Республика Бурятия. Ей 18 лет, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, является призером Берлинского Дальневосточного федерального округа, представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Павлова Евгения и Евгенова Великова. В синем трико Просвернена Александра, Республика Бурятия. Ей 20 лет, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, является призером Берлинского Дальневосточного федерального округа, представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мазракшевича Сидеева. Тренируется под руководством Кузьмина Евгения, Усольцевой Любови. На ковре А. Борцы весом 57 килограммов. Красным триком Базар Батамолотов. Забайкальский край. Мастер спорта России. Призер Дальневосточного федерального округа. Тренер Батоев. Борец трико Мухаммед Амин Куштов. Представляет команду Хабаровского края. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Хабаровского края, среди юниоров, тренер Александр Лапшинов.
победу одержала Ильина Евгения. На ковер приглашаются спортсменки весовой категории до 57 килограммов. Ганжакова Яна, Республика Бурятия, Кондратьева Кристина, Республика Бурятия. Ввиду болезни Ганжаковой победа присуждается Кондратьевой Кристине, Республика Бурятия. На ковер приглашаются женщины весовой категории до 62 килограммов. Васильева Светлана, Республика Саха-Якутия. Кондакова Царюна, Республика Бурятия. Приготовиться Подошкиевой Илье, Должитовой Намине. Да. На ковре А победу одержал Куштов Мухаммед Намин, Хабаровский край. На ковер А приглашаются Рабданов Эрдыни, Республика Бурятия, Надбит Айбелек, Республика Бурятия. На ковре А красных триков РТЕ Рамданов, кандидат в мастера спорта, весовая категория 57 килограммов, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ, под руководством Бана Ратбаева, Баиля Базаров, Мурашаба Манзаева. Борис Сиев-Триков. Также представляет команду Республики Бурятия Айбелик Надбит. Тренируется в спортивной школе номер 14 города Улан-Удэ под руководством Абдалана Батуева. На ковре Б в красном трико Васильева Светлана, Республика Саха-Якутия. Ей 20 лет, является кандидатом в мастера спорта, представляет команду Республиканского центра спортивной подготовки и училища Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Колодезникова, Рожина, Павлова. Светлана является призером первенства Дальневосточного
Равданов, Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории 65 килограмм. Эрдем Шарстепанов, Бурятия. Борис Маршуев, Бурятия. Давай. Давай. На ковре Б победу одержала Васильева Светлана, Республика Саха-Якутия. Приглашаются спортсменки весовой категории до 65 килограммов. Подошкеева Илья, Республика Бурятия. Должитова Намина, Республика Бурятия. Приготовиться девушкам весовой категории до 68 килограммов. Акцина Плакарма, Галдина Надежда. На ковре А победу одержал Эрдем Шарстепанов. Приглашаются Александр Иванов, Александр Сандыхеев. Ввиду травмы Сандыхеева победа присуждается Александру Иванову. Республика Саха-Якутия.
Приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Андрей Баскет, Батма Важенемаев. На ковре боя в красных триков Водошкеева Алия, Республика Бурятия. Ей 18 лет, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, является призером первенства Дальневосточного федерального округа. Победу на душе одержала Водошкеева Алия. На ковер повторно приглашается Батма Важенемаев. Просьба участников выйти на свое время. Приготовиться Максиму Колпачеву, Республика Айгуня и Жибалову. На ковер боя приглашаются спортсмены весовой категории до 68 килограммов. Акцина Белкарман, Галкина, Надежда. Приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. Дугашаву Селенову Буяну. На ковре А борцы весовой категории 97 килограммов. В красном трико Андрей Илбаскин, мастер спорта России, призер первенства России, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Дмитрий Молдаев. По России трико Батма Важенемаев, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Бурятия, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Улан-Удэ имени Валерия Сидеева, тренер Виктор Сендемеев. Победу на душе одержала Галкина Надежда, Республика Бурятия.
Приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Дугажапов Цирен, Республика Бурятия, Циренов Буян, Республика Бурятия. Приготовиться Ишееву Руслану, Сивцеву Николаю. Потом русским флагом будет. Потом русским флагом будет. На ковре на победу держал Андрей Елбаскин, Бурятия. Приглашаются Максим Толмачев, Республика Саха-Якутия, Илья Шибалов, Бурятия. На ковре Б в красном трико Дугажапов Цирен, Республика Бурятия. Цирен является кандидатом в мастера спорта, ему 19 лет, победитель первенства Республики Бурятия. Цирен представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Немаева Немы Артембаевича. В синем трико Циренов Буян, Республика Бурятия, мастер спорта Российской Федерации. Ему 24 года. Является призером чемпионата Дальневосточного федерального округа. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Меньшикова Сарикова Владимировича. На ковре А борцы весовой категории 97 кг. В красном трико Максим Толмачев представляет команду Республики Саха-Якутия, параллельный зачет Красноярский край, мастер спорта России. Максим Толмачев, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа, тренируется под руководством тренеров Юрия Белновского и Петра Иванова. Борец в синем трико Илья Шибалов, мастер спорта России, представляет команду Республики Бурятия. Победитель первенства Республики Бурятия, призер первенства Европы, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Батар Базаров, Маир Цедашиев. Призер первенства мира Илья Шибалов, Бурятия. На ковре Б чисто техническую победу одержал Циренов Буян, Республика Бурятия. Приглашаются Ишеев Руслан, Республика Бурятия, Сивцев Николай, Республика Саха-Якутия. К выходу на ковер приготовится Циденову Дажиеву Илье.
Представляет команду республиканских спортивных школ резерва, тренируется под руководством Базарова, Ункуева. Синим трибун Сихцев Николай, республика Саха-Якутия. Чисто техническую победу на КВБ одержал Сихцев Николай, республика Саха-Якутия. Приглашаются Циден, Республика Бурятия, Доржиев Илья, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Максим Колпачев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Амбалан Бакшеев, Республика Бурятия. Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу на душе одержал Циден, Республика Бурятия. Приглашаются Свинобоев Станислав, Республика Саха-Якутия. Сильвестров Юлиан, Республика Саха-Якутия.
Дорогие друзья, уважаемые участники, болельщики, разрешите представить почетных гостей нашего чемпионата. Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России, заслуженный мастер спорта России Петр Петрович Юкшанов. Заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Эрдем Дашлажиевич Белектуев. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Дашнева Мазаргалович Подоволков. Главный тренер сборной команды Республики Бурятия, заслуженный тренер России Валерий Николаевич Иванов. Вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсо Жасланович Лохмажапов. На ковре А завершился первый период поединка. Борцов весовой категории 125 килограммов. Красным трико отдыхает Амбалан Бакшеев. Счет 4-1 в пользу борца красным трико. Кандидат мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Амбалан Бакшеев тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева, города Улан-Удэ, под руководством Гаврила Сендемеева. Заслуженную работу в виде культуры Республики Бурятия. Красным трико Андрей Аронов. Представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренер Сивцев. На ковре Б победу одержал Свиновоев Станислав, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограмм. Бадиев Тумен, Республика Бурятия, Потапов Айсен, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Рыксынову Салану, Амбаеву Батову. На ковре Б в красном трико борется Бадиев Тумен, Республика Бурятия. Ему 20 лет. Тумен является мастером спорта Российской Федерации, а также бронзовый призер первенства России. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Цивикова Вадима, Немаева Немы, Белектуева Эрдема. В синем трико Потапов Айсен, Республика Саха-Якутия.
24 года. Айсен является мастером спорта Российской Федерации, призер первенства Дальневосточного федерального округа, представляет команду спортивного клуба Республиканского центра спортивной подготовки. Тренируется под руководством Захарова, Константинова и Крылова. На ковре победу одержал Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Никита Коваров, Республика Саха-Якутия, Седашин Угаров, Забайкальский край. На ковре А красным триком Никита Хабаров, мастер спорта России, ему 22 года, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Тренируется в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки Республики Саха-Якутия под руководством Иванова и Некрасова. Борец синим триком Седашин Дугаров представляет команду Забайкальского края, параллельный зачет Республика Бурятия, 24 года ему, мастер спорта России. Чемпион Дальневосточного федерального округа, тренируется под руководством Валерия Николаевича Иванова, заслуженного тренера России. Ай!
категории Б победу по баллам одержал Вадиев Тумен, Республика Бурятия. Приглашаются Раксинов Арсалан, Республика Бурятия, Тамбаев Бато. Приготовиться Целинджакову Чингису, Кириллину Василию. Чисто техническую победу одержал Раксинов Арсалан, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Целинджаков Чингис, Республика Бурятия, Кириллин Василий, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Ачиру Галсану, Горжиеву Ачиру. На ковре победу одержал Никита Хабаров. Приглашаются борцы веса 50 килограммов. Женская борьба. Тулма Татмаева, Бурятия. Хамда Зибедова, Бурятия. На ковре Б в красном трико Целинджаков Чингис, Республика Бурятия. Чингису 22 года, является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа. Чингис представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Задашиева Ваира Ромаевича. В синем трико Кириллин Василий, Республика Саха-Якутия. Ему 21 год. Василий является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Василий представляет команду спортивного клуба Республиканского центра спортивной подготовки и тренируется под руководством Корякина и Захарова. На ковре в красном трико Тулма Татмаева, кандидат в мастера спорта, 18 лет. Победительница первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Наталья Таркановская, Ваим Базаров.
Назаров. В синем трико Ханта Цветов. Представляет команду Республики Бурятия. Параллельный зачет Иркутской области мастер спорта России. 22 года. Победитель соперничества Дальневосточного федерального округа. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ. Тренер Юрий Вышнемай. На ковре А победу держала Умба Татмаева, Республика Бурятия. Приглашаются Ксения Михайлова, Республика Саха-Якутия, Алема Митыкова, Бурятия.
новый победа присуждается Ксении Лехановой, Республика Саха-Якутия. Приглашаются участницы весовой категории 53 килограммов Аяна Феева, Республика Бурятия, Александра Карамзина, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Ачиров Галсан, Республика Бурятия. Ему 18 лет, имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта, является призером первенства Республики Бурятия. Галсан представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 9, тренируется под руководством Дашнимаева Юрия Бакуевича, Аюшеева Бориса Геннадьевича. В синем трико борется Доржиев Ачир, Республика Бурятия. Ачир является мастером спорта России, ему 25 лет, призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Ачир представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Меньшикова Заихто Владимировича. Чисто техническую победу на ковре Б одержал Доржиев Ачир. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 86 килограммов. Судаков Максим, Республика Бурятия, Качаян Гет, Приморский край. К выходу на ковер А приготовятся борцам веса до 57 килограммов. Аялу Белорусскому, Аркадию Кашетукову. На ковре Б в красном трико борется Судаков Максим, Республика Бурятия, Забайкальский край. Максиму 20 лет, является кандидатом в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Максим представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Жагалова Баировича, Давлетжапова Аюша Павловича. В синем трико борется Качаян Гет, Приморский
На ковре А. Красновнику Аяна Укеева. Республика Бурятия. Ей 21 год. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Евгений Павлов, Максим Полов. Синтрико Александра Карамзина. Представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа. Студентка Института физической культуры и спорта. Тренеры Рожин, Колокесников и Степанов. К выходу на ковер приготовится Ольженимаев Салам, Архипуеву Кириллу.
На ковре Б победу по баллам одержал Качаян Мкер, Приморский край. Приглашаются Большенимаев Арсалан, Архитуев Кирилл, оба представители команды Республики Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории до 86 килограммов Борисову Николаю, Ткачук Антону. На ковре Б в красном трико Большенимаев Арсалан, Республика Бурятия. Арсалана секундирует мастер спорта международного класса Базаров Батыр Бадуевич. В синем трико борется Архитуев Кирилл, Республика Бурятия. Ему 19 лет. Кирилл имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, является победителем первенства Республики Бурятия и серебряным призером первенства Дальневосточного федерального округа. Кирилл представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Балдаева Дмитрия Кирилловича, Хитуева Баира Баировича. На ковре А победу одержала Аяна Ухеева. Приглашаются борцы веса до 57 килограммов. Аял Белорусский, Республика Саха-Якутия, Аркадий Дашдурбыков, Бурятия.
На ковре А борцы веса до 57 килограммов. В красном трико Аял Белорусский, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренеры Капитонов, Белорусский, Яковлев. Борцы трико Аркадий Дашитандуков. Имеет первый спортивный разряд. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренер внимания. Победу на душе одержал Аял Белолюбский. Республика Саха-Якутия. Приглашаются на ковер Араскал Григорьев, Республика Саха-Якутия. Николай Захаров, Республика Саха-Якутия. Четыре счет. Остановись, встречу. Стоп. Сейчас поставим, чтобы они знали. А? Оценку не можешь оценку? Нет. Вот это. Четыре. Не можем убрать. Два балла. Все убрали. На ковре Б счет 4-4.
Можно спросить? А вот здесь можно будет посмотреть схватку, вот, которая была? Нет, нельзя? Потому что там очень мелкий этот как. В Ютубе разве что. В прямом эфире. А, прямой эфир. Ждали. Думаю. На ковре А. Первый период завершился в пользу борца Расовнику 1-0. Знаете, наверное, Скала Григорьева, кандидата в мастера спорта. Ему 21 год. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа Сергей вот ну, Юртышхану, не знаю. Тавытын дешне, это, Данилов, ну, конечно, открытие будет. Пройти Түрі олтырнады. Трені олар ұшытқай. 18 лет. Имеет первый спортивный разряд. Абы қақытты куда открытие. На ковре Б победу одержал Большенимаев Арсалан, Республика Бурятия. Приглашаются Борисов Николай, Ну, Республика всего куда Саха-Якутия, Качук, Чё их Антон, трогаешь? Приморский край. Юртышхан мұны сразу, техуларың сразу ошыклы бейді. Мұны. Ну вот эти, тихдейін, тем более ключу худы. Не мутнугой идей. Балгарин балха, понимаешь? Мутнугой. В синем трико на ковре А Николай Захаров. Призер первенства Дальневосточного федерального округа. Тренеры Иванов, Стреколовский. Тренируется в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки. Недавно на днях относил Баради. Баради относит. Представляет команду Республики Саха-Якутия. Николаю 22 года. Он является кандидатом в мастера спорта. Призер первенства Республики Саха-Якутия. Николай представляет команду спортивного клуба Республиканский центр спортивной подготовки. Тренируется под руководством Буларова и Дмитриева. В синем трико борется Ткачук Антон, Приморский край. Мастер спорта России, является победителем чемпионата Дальневосточного федерального округа. Антон представляет команду спортивной школы «Богаты», тренируется под руководством Табаева. Антону 36 лет.
На ковре победу держал Шаганкал Григорьев, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Любомир Ашеев, Республика Саха-Якутия, Мухаммед Амин Куштов, Хабаровский край. К выходу на ковер боя приготовиться Рамазанову Эмилю, Шадапову Уинтому. В красном трико на ковре А. Любомир Ашеев, мастер спорта России, 22 года. Представляет команду Республики Саха-Якутия. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренеры Захаров, Самбин, Макаров. Синим трико Мухаммед Амин Куштов. Ему 17 лет. Представляет команду Хабаровского края, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Хабаровского края среди юношей до 18 лет. Тренируется под руководством Александра Ламжинова.
На ковре победу держал Николай Борисов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, Буентов Эрдапов, Бурятия. На ковре победу держал Любомир Ашеин, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Эртени Рабданов, Бурятия, Алексей Капулов, Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Рамазанов Эмиль, Хабаровский край. Эмиль является мастером спорта Российской Федерации, ему 23 года, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Представляет Хабаровскую краевую федерацию спортивной борьбы, тренируется под руководством Мицкина. В синем трико
Шарапов Буинто, Республика Бурятия. Буинто, мастер спорта России, ему 21 год, является победителем первенства Дальневосточного федерального округа, представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Немаева, Цветова. На ковре А в красном трико борется Равданов Эрдени, Республика Бурятия. Эрдени является кандидатом в мастера спорта, ему 20 лет, призер первенства Республики Бурятия. Эрдени представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 9, тренируется под руководством Дагбаева, Базарона, Манзаева. В синем трико борется Копылов Алексей, Республика Саха-Якутия. Чисто техническую победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Авелов Александр, Республика Саха-Якутия, Терентьев Юркун, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Федотов Рустам, Гамдинов Жардал. На ковре Б после этой схватки приготовиться борцам весовой категории до 92 килограммов. Сервис Юргун, Базаров Барас. ковре А в красном трико борется Авелов Александр, Республика Саха-Якутия. Ему 22 года. Александр является кандидатом в мастера спорта и победителем первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Что, минута? Представляет команду спортивного клуба «Республиканский центр». Алла! Тренируется под руководством Яковлева и Капитонова. Все, алла!
синий трико Терентьев Юркун, Стойка! 23 года, представляет команду Республики Давай, давай, Валенталга. и спортивный клуб Республиканский центр спортивной подготовки. Юркун имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта, является призером чемпионата Республики Саха-Якутия. Тренируется под Встал, руководством футбол резервный. Захарова и Неустроева. Раймус тхавлю деден. Хорош, давай! Давай! До окончания схватки осталось 44 секунды. Счет 6-5. В пользу борца в красном трико. Толкай! Тульчи! Тульчи, тульчи! Тульчи, тульчи! На ковре Б победу на душе одержал Шадапов Буентоп, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Сергин Юркун, Республика Саха-Якутия, Азаров Барат, Республика Бурятия. Да, Базар Базаров. Схватки приготовиться борцам Немаев Юргун Сергин. Синий, давай. Синий.
Республика Саха-Якутия. Приглашаются Федотов Юстан, Республика Саха-Якутия, Дамдинов Жакал, Республика Бурятия. К выходу на ковер А приготовиться Мунгуеву Алдар, Воендуеву Жакал. В красном трико борется Сергей Мюрков, Республика Саха-Якутия. Ему 26 лет, является кандидатом в мастера спорта, призер чемпионата Восточного федерального округа по борьбе среди мужчин. Мюрков представляет команду спортивного клуба Республиканский центр спортивной подготовки. Тренируется под руководством Сивцева. В синем трико борется Базаров Парас. Представляет команду Республики Бурятия и Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Парасу 34 года, является мастером спорта, призером чемпионата Дальневосточного федерального округа. Тренируется под руководством Базарова Батуевича. На ковре Б работает судейская бригада в составе руководитель ковра Павлов Евгений, судья международной и всероссийской категории, Республика Бурятия. Арбитр на ковре Мухамединов Руслан, Амурская область, судья международной и всероссийской категории. Боковой судья Цыбиков Циден, Республика Бурятия. На ковре А первый период поединка завершился в пользу борца в синем трико Жакал Дамдинова. Мастер спорта международного класса представляет команду Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край. Победитель
чемпионата Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер чемпионата России, тренируется под руководством Галикто Дамгинова и Батыра Базарова. Жаркал Дамгинов, Республика Бурятия. Борец в красном трико Делустан Федотов представляет команду Республики Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Сергин Ньюргун, Республика Саха-Якутия. Приглашаются борцы Немаев Аюр, Республика Бурятия, Ачиров Алдар, Республика Бурятия. В красном трико на ковре А Делустан Федотов, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренеры Васильевский и Захаров. К выходу на ковер Б приготовиться спортсменам Груздеву Валентину, Дашнимаеву Салону. На ковре Б в красном трико борется Немаев Аюр, Республика Бурятия. Ему 19 лет. Аюр является кандидатом в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия и первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Аюр тренируется под руководством Немаева Немыда Баировича. А на ковре А победу одержал Жаргал Дамгинов, Бурятия. Приглашаются Алдар Мунгуев, Жаргал Байнтуев. На ковре Б в синем трико борется Ачиров Алдар, Республика Бурятия. Алдару 21 год, является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Республики Бурятия. Алдар представляет команду спортивной школы Олимпийского резерва номер 9, тренируется под руководством Аюшеева Бориса Геннадьевича.
На ковре Б победу одержал Немаев Аюр, Республика Бурятия. Приглашаются Груздев Валентин, Хабаровский край, Дашанимаев Салбон, Забайкальский край. Приготовиться борцам Мигееву Сано, Сафронову Никите. Алдар, все в бок. Orang mutlu bo'lgan. Ashunday пока bu yakda. Sudida qarxa ham mutlu bo'yor. Havada nayrlar. Qarxa o'xshay. Sudida qo'rqing diyor. Turkna havada qarxa, пока qo'rqing varxay. Sudida o'xshay mutlu bo'lgan. Хорошо мутнугой. Может, орд гарших жанах молнугой. Ви, может быть, тургор дурка адам. Мутнугой дешо. Ой. Пока и буяк ты хамагой. Одинго и море. Я Где эфир идет? Как он идет? Вот. Чемпионат ДФО, по-моему, женского. Должна уйти. А на ковре победу держал Алдар Манкуев, Бурятия. Приглашаются Дамгин Цернышапов, Бурятия, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Груздев Валентин, Хабаровский край. Ему 32 года. Валентин является мастером спорта Российской Федерации. Молодой человек. Представляет Хабаровскую краевую федерацию спортивной борьбы. Тренируется под руководством Абиева Абакара Ахмедовича. В синем трико борется Дашанимаев Салбон,
Забайкальский край. Салкону 21 год, он является кандидатом в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет команду детской и юношеской спортивной школы, тренируется под руководством Церенова, Батрункуева. На ковре А. В красном трико Дамгин Сердежамов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сергеева, тренер Мартин Базаров. Борис синим трико Петр Константинов. Ему 24 года. Представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа прошлого года Петр Константинов тренируется под руководством Иванова и Никиферова. К выходу на ковер А приготовится борцам веса до 65 килограммов, 1/4 финала Булату Байслоунову, Эльтеву Шаростепанову. На ковре Б победу одержал Груздев Валентин, Хабаровский край. Приглашаются Мигеев Сано, Приморский край, Сафронов Никита, Республика Саха-Якутия. Ай-яй-яй-яй. Ай, да, что? На ковре А победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются борцы веса 65 килограммов Булат Байслоунов, Эртем Шарстепанов, представитель Республики Бурятия.
Санов, мастер спорта России, ему 28 лет, является бронзовым призером первенства Дальневосточного федерального округа среди молодежи до 21 года. Санов представляет спортивную школу «Богатырь», тренируется под руководством Даличева Юрия Викторовича, Даваева. В синем трико борется Сафронов Никита, Республика Саха-Якутия. Никита является кандидатом в мастера спорта, ему 22 года, призер первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Никита представляет спортивный клуб Республиканского центра спортивной подготовки, тренируется под руководством Макарова, старости. К выходу на ковер Б приготовиться борцам весовой категории до 70 килограммов. Батоев Влад, Боев Игорь. На ковре А борцы весовой категории до 65 килограммов. На ковре Б победу одержал Сафронов Никита, Республика Саха-Якутия. Приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Батоев Влад, Республика Бурятия, Упхоев Игорь, Республика Бурятия. На ковре А в красном трико Булат Байсалонов, ему 24 года, представляет команду Республики Бурятия, мастер спорта России. Бронзовый призер первенства России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Вандана Базарова и Цивика Баксарова. В синем трико Артем Шарстепанов, ему 23 года, также представляет Республику Бурятия, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, также тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Бояра Сыренова, Чингиса Лантукова. К выходу на ковер Б после этой схватки приготовится Авакум Албану, Кривошапкину Владиславу. На ковре Б в красном трико борется Батоев Булат, Республика Бурятия, параллельно зачет Забайкальский край. Булат является мастером спорта, ему 29 лет, чемпион Дальневосточного федерального округа. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Булат тренируется под руководством Иванова Валерия Николаевича,
федерального округа. На ковре Б Батуеву Булату секундирует главный тренер Республики Бурятия, заслуженный тренер России Иванов Валерий Николаевич. Борцу в синем трико Игорю Уткоеву секундирует заслуженный тренер России, чемпион мира среди ветеранов, один из основателей вольной борьбы в Республике Бурятия, Паймеев Виктор Васильевич. А на ковре А победу держал Эрдем Шарстепанов. Приглашаются Алдар Инчина, Бурятия, Дерустан Татонов, Республика Саха-Якутия. А ввиду травмы Алдара Ренчинова победа присуждается Дерюстану Татонову. Победа присуждает Дерюстану Татонову. Приглашаются Ренчина, Республика Бурятия, Алексей Мантатов, Бурятия.
На ковре Б победу по баллам одержал Атоев Булат, Республика Бурятия. Приглашаются Абакумов Албан, Кривошапкин Владислав. Оба представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А борцы весом до 65 килограммов. В красном трико Ренчинов. Ему 19 лет, кандидат в мастера спорта. Представляет команду Республики Бурятия. Победитель Пермской Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Алматы имени Валерия Сидеева. Первый тренер Мифтахов. Ратнаев в данное время тренируется под руководством Немаева. Борис Трико Алексей Антатов, 26 лет, мастер спорта России. Победитель чемпионата Республики Бурятия, тренируется в школе Олимпийского резерва номер 7 под руководством Аюра Алдарова. Гергенов Лев, Республика Бурятия, Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Абакумов Албан, Республика Саха-Якутия. Ему 23 года. Албан является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Представляет команду спортивного клуба Республиканский центр спортивной подготовки. Тренируется под руководством Дмитриева Макарова. В синем трико борется Кривошапкин Владислав, Республика Саха-Якутия.
Победу на душе одержал Ренчинов, Республика Бурятия. Приглашаются Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Виктор Жербаев, Бурятия. Судья Табаев просит подойти на рабочее место. К выходу на ковер Б приглашаются Гергенов Лев, Фомин Олег. На ковре Б победу одержал Кривошапкин Владислав. Приглашаются Гергенов Лев, Республика Бурятия, Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. На ковре А в красном трико Александр Иванов. Ему 22 года. Представляет Республику Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта. Призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки Республики Саха-Якутия под руководством Захарова и Дмитриева. Синим трико на ковре А Виктор Жербаев, 23 года ему. Представляет команду Республики Бурятия. Мастер спорта России. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Валерия Николаевича Иванова. На ковре Б на душе выиграл Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Жикзымаев Саян, Республика Бурятия, Шаростепанов Дашан, Республика Бурятия.
На ковре Б в красном трико борется Шевзымаев Саян, Республика Бурятия. Ему 21 год, он является кандидатом в мастера спорта, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Зрелова Батмаева. В синем трико борется Шерстепанов Дашан, мастер спорта международного класса. Ему 29 лет, бронзовый призер чемпионата России. Дашан представляет команду Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, тренируется под руководством Церенова, Кондакова, Вардамова. На ковре победу одержал Виктор Жербаев, Республика Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. На ковер А. Владислав Шумов, Приморский край, Андрей Елбаскин, Республика Бурятия.
На ковре А борцы веса 97 килограммов. В красном трико Владислав Шумов. Ему 32 года. Представляет команду Приморского края. Мастер спорта России. Победитель международного турнира на призы ректора Дальневосточного федерального университета. Тренирует в спортивной школе «Богатырь» под руководством Дмитрия Лобаева. Боец Андрей Елбасков, мастер спорта России, призер первенства России. Тренер Дмитрий Лобаев. На ковре Б победу одержал Жикзымаев Саян, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются спортсменки весовой категории до 55 килограммов. Софья Редька, Амурская область, Евгения Ильина, Бурятия. На ковре Б победила Евгения Ильина, Бурятия. Приглашаются спортсменки весовой категории до 57 килограммов. Ульяна Ферсова, Бурятия, Туяна Ганжапова, Бурятия. На ковре Б ведут работу Яны Ганжаповой. Победа присуждается Ульяне Ферсовой, Бурятия. На ковер Б приглашаются спортсменки весовой категории до 62 килограммов. Мария Кузнецова, Амурская область, Светлана Васильева, Саха-Якутия. На ковре победу одержал Андрей Елбасков, Бурятия. Приглашаются Александр Александров, Максим Толмачев, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б спортсменки весовой категории до 62 килограммов. В красном Мария Кузнецова, команда Амурской области. Мария кандидат в мастера спорта, 22 года, спортсменки. Мария чемпионка Амурской области, спортивная юность России, тренер УЛОТ. Светлана Васильева борется в синем трибун, команда Республики Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. Светлане 20 лет. Республиканский центр спортивной подготовки Республики Саха-Якутия и училище Олимпийского резерва. Тренеры Колодезников, Рожин и Парникова. На ковре победу одержал Максим Толмачев, Республика Саха-Якутия. Приглашаются на ковер борцы весовой категории 125 килограммов Эдуард Максимов, Амгалан Бакшиев. На ковре Б начинается второй период поединка. Счет поединка 2-2 в пользу спортсменки в красном трико Марии Кузнецовой, Амурская область. В синем Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия. На ковре борцы весовой категории 125 килограммов. В красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Эдуард Максимов, кандидат в мастера спорта, ему 21 год. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренеры Уваров и Сивцев. Борец в синем трико Амгалан Бакшиев, 22 года ему. Представляет команду Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Тренируется в школе Олимпийского резерва имени Валерия Сидеева. Тренер Галю Сандалеев.
На ковре Б победила Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия. Приглашаются спортсменки весовой категории до 65 килограмм. Алена Февралева, Бурятия, Алия Бадашкиева, Бурятия. На ковре Б Алена Февралева борется в красном трибуне. Команда Республики Бурятия. Кандидат мастера спорта Алене 20 лет. Победительница Первенства Республики Бурятия и Дальневосточного федерального округа. Борьбой занимается спортивной школой Олимпийского резерва номер 7, тренер Евгений Кузнецов, Любовь Искусства. Синим Алия Бадашкиева, Бурятия, кандидат мастера спорта, Республиканская школа Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Болтуева и Таркановская. На ковре А победу одержал Абгалан Бакшиев. Приглашаются Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б работает судейская бригада в составе. Руководитель ковра Руслан Мухаммеддинов, судья всероссийской категории, Амурская область. Арбитр Александр Лавшинов, Хабаровский край. Боковой судья Алдар Кондаков, Бурятия.
На ковре А борцы весовой категории 125 килограммов, представители команды Республики Саха-Якутия, красное трико Андрей Аронов, ему 23 года, мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа тренирует под руководством Ивана Сивцева. Борец в синем трико Никита Хабаров, 22 года ему, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Тренеры Иванов и Красов. На ковре Б победила Алия Бадашкиева, Бурятия. Явное преимущество. Приглашаются спортсменки весовой категории до 68 килограммов. Валерия Дандупова, Бурятия. Долгарма Актинова, Бурятия. Спортсменка в красном трико Валерия Дандупова, команда Бурятии. Мастер спорта России. Валерия Дандупова тренируется под руководством Дамдина Дамдинова, Евгения Павлова и Максима Малонова. Валерия призер первенства России среди юниоров. 26 лет.
синем трико борется Далгарма Актинова, подруга Валерии по команде, 18 лет, кандидат в мастера спорта. Участница первенства Дальневосточного федерального округа. Борьбой занимается в школе Олимпийского резерва номер 9. Тренируется под руководством Владимира Актина. В договоре победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Приглашаются участницы весовой категории 50 килограммов Юлия Бамбагаева, Тома Бадмаева. Повторно приглашаются Юлия Бамбагаева, Толма Бадмаева. На КВМ победила Валерия Дантукова, Бурятия. На КВМ начинается
1/2 финала борцов весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Буян Цыренов, Бурятия, Николай Сивцев, Саха-Якутия. На ковре победила Дума Батмаева, Республика Бурятия. Приглашаются Дарима Самбуева, Бурятия, Ксения Леханова, Саха-Якутия. Ну, Один кило, что ли? да. Там интересно. Почему 2 ковра идет? А, да? Вторая камера где? Спрятан. На ковре с явным преимуществом победил Буян Цыренов, Бурятия. Приглашаются спортсмены весовой категории до 79 килограммов. Туваль Бадиев, Бурятия, Арсалан Грацинов. Приглашаются на ковер Б. Цыгенов, Бурятия, Станислав Свиновоев, Саха-Якутия. На ковре вторая полуфинальная пара борцов весовой категории до 74 килограммов. В красном Цыгенов, Бурятия, в синем Станислав Свиновоев, Саха-Якутия. Цыгенов, кандидат в мастера спорта, ему 21 год, победитель первенства Республики Бурятия. Борьбой занимается в Республиканской школе Олимпийского резерва. Тренеры Цирендаши, Будажанаев. Станислав Свиновой борется в синем трико. Команда Республики Саха-Якутия. Мастер спорта. Станиславу 20 лет. Станислав Свиновой, бронзовый призер первенства мира. Борьбой занимается в Республиканском центре спортивной подготовки Якутска.
тренер Уваров. На ковре победу одержала Ксения Лиханова, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Дарима Санжиева, Аяна Укеева. Ввиду травмы Дарины Санжиевой победа присуждается Аяне Укеевой, Республика Бурятия. Приглашаются участники 1-2 финала весовой категории 57 килограммов. Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. Харисхал Григорьев, Республика Саха-Якутия.
На КВБ победил Станислав Свинобоев. 14-1. Явное преимущество. Таким образом, в финальном поединке борцов весовой категории до 74 килограммов мы увидим Буяна Цыренова, Бурятии, Станислава Свинобоева, Саха-Якутска. Когда это останавливай. После открытия. До внимания участников представителей команд просимо подготовиться к торжественному открытию чемпионата. Красным трибуна коврей А. Аял Белорусский, 22 года ему, кандидат мастера спорта. Представляет команду Республики Саха-Якутия, чемпион первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренер Яковлев, Капитонов, Белорусский. В синем трико Харыстал Григорьев, 21 год ему, представляет также команду Республики Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров, тренеры Данилов, Оконечников.
Внимание! Представители команд Оконечников, Табаев, Лапшинов, Мухамединов, Якутия, Бурятия, всех своих представителей пригласите для парада. Вы же ответственны. Свое время тянете. У входа все построились и начинаем парад. Чем дольше вас не будет, тем соревнования перенесем на завтра. Добрый день, уважаемые друзья! Солнечная, гостеприимная Бурятия приветствует сегодня всех участников и гостей чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной и женской борьбе. Сегодня в чемпионате принимают участие 139 спортсменов из 6 регионов Дальневосточного округа. Приветствуем участников соревнований. Амурская область. Забайкальский край. Приморский край. Республика Саха-Якутия. Хабаровский край,
Для торжественного открытия чемпионата на сцену приглашаются министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Валерьевич Козырев, вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятия Жансо Жалсанович Мухамажанов, представитель Федерации спортивной борьбы России, главный судья соревнований Анатолий Алексеевич Ковалев. чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Вольная борьба для Республики Бурятия – это больше, чем вид спорта, это огромные традиции, это во многом это дух народа, и это всеми любимый вид спорта. Я от всей души с огромной радостью поздравляю всех с этим знаковым календарным соревнованием, по итогам которого будет сформирована сборная команда Дальневосточного федерального округа для участия в чемпионате страны. И, конечно, наши спортсмены, я уверен, смогут достойно представить Дальневосточный федеральный округ на всероссийской арене. Хочется пожелать, конечно, спортсменам успехов, удачи, чтобы они показали максимум своих возможностей, на которые сегодня готовы. Поздравляю всех с началом этого чемпионата. Всем хороших, ярких, красивых боев на ковре, красивых схваток, ну и, конечно, честного судейства. Пусть победит сильнейший. С праздником, друзья! Слово предоставляется Жансо Жалсановичу Мухамажанову. Амурсен, добрый день, уважаемые земляки, уважаемые наши гости, уважаемые спортсмены, тренеры. От руководства Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия, от нашего президента Чедра Валерьевича Машнибаева. Горячо приветствую вас на чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Особо хочу приветствовать нашего большого друга, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России, заслуженного мастера спорта Петра Петровича Юмшанова. Петр Петрович, спасибо большое, что посетили наш чемпионат. Это говорит о том, что Федерация спортивной борьбы России уделяет огромное внимание развитию регионов России. Сегодня определятся лучшие из лучших, которые представят наш федеральный округ на чемпионате России, который пройдет в июне месяце. Всем желаю красивой борьбы, красивого праздника, зрителям насладиться красивой борьбой. Спасибо, добрый путь. Слово предоставляется Анатолию Алексеевичу Ковалеву. Уважаемые болельщики, дорогие участники, зрители, я также присоединяюсь ко всем поздравлениям. Хочу доложить, что у нас в Дальневосточном федеральном округе прошли уже это третий чемпионат. До этого было в Якутске молодежь до 21 года, в Благовещенске до 18 лет юноши. Сейчас чемпионат проводим в Улан-Удэ, в столице Республики Бурятия. И останется у нас до 24 лет и
до 16 в Агинском 2-5 марта, буквально через 10 дней. Хотел бы поблагодарить Министерство спорта Республики Бурятия, правительство Республики Бурятия за организацию этих соревнований в уютном, красивом комплексе, за размещение, за питание. Но то, что мы выявим сильнейших, это 100%. Наше первое-третье место на чемпионате России будет участвовать. Это город Каспийск. Судьи у нас высшей категории все. Судейство объективное. Гарантирую, что выявим самых сильных. А участникам, которые выиграют, хочу пожелать, чтобы вы достойно выступили на чемпионате России. Спасибо. Право открыть чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной и женской борьбе предоставляется министру спорта и молодежной политики Республики Бурятия Ивану Валерьевичу Козыреву. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин 2023 года в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия считать открытым. Внимание! Равнение на флаг. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Республики Бурятия. Мы поздравляем всех участников с открытием чемпионата, желаем ярких побед и красивой борьбы. Просим почетных гостей занять свои места в зале. Судье при участниках увести парад. Через несколько минут начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 60-летия Бурятской школы борьбы.
трансляция идет на двух этих. Вот это идет, видишь, синенькое. Вот это остановить написано. Остановить трансляцию, остановить трансляцию. И все, да? 2 раза просто сюда нажимаешь и сюда нажимаешь. И она пойдет, да? И все. Не, закончится. А Сейчас- что, сейчас же борьба будет? Ну, будет, я говорю, пока я приеду, если закончится. Что мне происходит? Я просто... Внимание тренировок представителей и судей. Сейчас будет награждение, где-то полчаса. После этого продолжение соревнований до финала
на завтра останется только утешительная борьба за третье место или за первое место. Выявление чемпионов. Остальное все будет сегодня, поэтому награждение будет также завтра. Взвешивание финалистов и тех, кто утешается, завтра в 8:00. Спасибо.
Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие гости и приглашенные, жители нашей славной столицы, солнечной республики Бурятия. Мы начинаем торжественную церемонию и замечательное празднование юбилейного торжества, посвященного 60-летию Бурятской школы вольной борьбы. Ваши аплодисменты. Все в природе имеет свое начало. Большие реки начинаются с ручейков. Мальчики, вырастая, становятся богатырями, способными представлять не только себя, но и свой народ, защищать свою республику и ее честь и достоинство. Во все времена в спортивной борьбе на особом счету были первопроходцы, борцы, которые первыми достигли той или иной спортивной вершины, проторили путь другим молодым и дерзким. Давайте совершим сегодня своеобразное путешествие в прошлое и расскажем о богатурах, барсах, самой настоящей вольной бурятской борьбы. Людей, которые оставили яркий след в истории этого вида спорта. Внимание на экран. История человечества с древности связана с борьбой. Для многих народов она стала национальным видом спорта. Трудно поверить, что 60 лет назад в Бурятии не было ни одного мастера спорта Советского Союза по вольной борьбе. Это была заветная мечта молодых бурятских спортсменов представить республику на всесоюзных соревнованиях. Нимай Вахинов, Мэлсхар Тухеев, Василий Гармаев, Владимир Халтанов, Виктор Баймеев, Степан Зандаев, Николай Лаврентьев, Аполлон Михеев вскоре исполнят эту мечту и откроют дорогу бурятской школе борьбы. А яркие победы еще будут ждать нас впереди. большое удовольствие мы приглашаем на эту сцену заместителя председателя правительства Республики Бурятия Ивана Александровича Альфеева, председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам молодежной политики, общественным и религиозным объединениям народов Урала Республики Бурятия Инну Саяновну Ивахинову,
начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера России Петра Петровича Юшанова. Дорогие друзья, уважаемые зрители и болельщики, давайте аплодисментами поприветствуем наших почетных гостей. Слово для приветствия предоставляется Ивану Александровичу Сергееву. 오늘의 халонамар манды дөтөмөне такшат мане ветеранбыт элшат күндүдө үтүгөрүк. Порядок за сага кадары көрүнгөталы да бүгүнү мена алыс дурмай барылданы тамыры тегетине порядок сынга барылданы хөрмөлүн жанын жылы байрар хунар машалып. Уважаемые спортсмены, тренера, уважаемые ветераны спорта, уважаемые гости, дорогие земляки. От имени правительства Республики Бурятия в лице главы республики, председателя правительства Республики Бурятия Алексея Сапковича Цыденова и от себя лично я поздравляю всех нас с двойным праздником. Чемпионатом Дальневосточного Сибирского округа по вольной борьбе и с 60-летним юбилеем школы борьбы Республики Бурятия. От имени правительства я выражаю благодарность всем нашим спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, которые внесли значительный вклад в развитие вольной борьбы в Республике Бурятия за эти годы. Я хочу поблагодарить действующих спортсменов, ветеранов спорта, тренеров за то, что они прославляют нашу республику далеко за пределами нашей страны. Желаю нашим ветеранам спорта долголетия, счастья, благополучия, действующим спортсменам спортивного долголетия, нашим тренерам желаю, чтобы их ученики стали наконец-то олимпийскими чемпионами. Хочу поблагодарить наших гостей из 6 регионов к нам прибыли, и сегодня на нашем празднике принимают участие более 140 спортсменов. Спортсменам, которые будут участвовать сегодня в соревнованиях, желаю воли к победе, ярких схваток, удачи. Всем зрителям хорошего настроения и хорошего вечера. С праздником! Спасибо! Инна Саяновна, слово. Добрый день, дорогие спортсмены, уважаемые ветераны, уважаемые болельщики. От лица Народного Урала Республики Бурятия и себя лично я приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию основания школы бурятской борьбы. В 1962 году прошел первый чемпионат Бурятии по борьбе. И вот уже на протяжении более чем 60 лет
борьба является одним из самых массовых и любимых видов спорта. На самом деле борьба является и моим любимым видом спорта. Я горжусь своим дедушкой Ивахитовым Немой Сосоровичем, который является одним из основателей бурятской школы борьбы. Спасибо. Наряду с Виктором Баймеевым, Василием Гармаевым и Владимиром Халтановым они являются основателями бурятской школы борьбы. И на сегодняшний день вся Бурятия гордится именами Бориса Будаева, Олега Алексеева, Ирины Алагоновой, Евгения Жирбаева, Максима Малонова, Любовь Волосовой. На самом деле этот список можно продолжать очень долго, но я хочу сказать, что вольная борьба у нас развивается очень хорошо, и это благодаря преемственности. На протяжении 60 лет у нас очень поставлена хорошо именно школа борьбы. Уважаемые участники, уважаемые ветераны, я поздравляю вас с таким знаменательным событием, желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов. Спасибо. Федор Петрович Ушанов. Добрый вечер. Всех поздравляю любителей борьбы, болельщиков, ветеранов. Таких знаменательных дат 60 лет развития борьбы в Бурятии. Хочу лично от руководства Федерации спортивной борьбы и Министерства спорта России, и Центра спортивной подготовки сборных команд, что мы будем вносить и приумножать все славные традиции, победы, которые будут радовать всех вас. И руководство Федерации вносит предложение руководству Бурятии, чтобы в Бурятии в Мануде было открыто училище Олимпийского резерва по спортивным единоборствам. И руководство Федерации очень радостно встретило, что, несмотря на такие трудное время, восстановили два международных турнира. Это турнир на призы главы, который будет состояться 28 апреля, где будут бороться сильнейшие борцы России и наших дружественных стран. И, конечно, традиционный турнир Бориса Богдановича. И еще мы будем проводить здесь совместные сборы межрегиональные, и будет здесь как резервная база подготовки сборных команд. В рабочем порядке это идет, и все, вы скоро вы узнаете. Всех поздравляю. Верьте, надежде, и будет всегда успехи. Спасибо большое. Сегодня нашим почетным гостям особенная почетная миссия наградить тех, кто своими усилиями, стараниями, работой вложил душу и сердце в развитие и популяризацию этого вида спорта. Мы начинаем церемонию награждения. Благодарственным письмом главы Республики Бурятия за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие вольной борьбы в Республике Бурятия награждается один из основателей вольной борьбы в нашей республике, заслуженный тренер России Виктор Васильевич Баймеев.
Еще раз давайте подарим аплодисменты. Людям, которые трудятся и созидают во благо спортивной воле нашей республики в прошлом и по сей день. Спасибо большое. Мы продолжаем вас зрительный зал. Благодарственным письмом Народного прокурора Республики Бурятия за личный вклад в развитие вольной борьбы Республики Бурятия награждается мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия Мунков Сатомович Цыгыпов. Церемонию проводит Нина Стояновна Иван Петров. Ну а мы приветствуем Мункова Сатомовича на сцене физкультурно-спортивного комплекса. Благодарственным письмом Народного прокурора Республики Бурятия награждается заслуженный тренер российский, кратный чемпион РСФСР по вольной борьбе, чемпион и многократный призер чемпионатов Советского Союза по вольной борьбе среди слабослышащих спортсменов Сергей Дашевич Андреонов. Сегодня будет с нами в зале, на безусловно награду мы обязательно вручим. Также благодарственным письмом Народного прокурора Республики Бурятия награждается первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Владимир Владимирович Булгенов. Оставайтесь, пожалуйста, на сцене. Давайте сделаем общую фотографию, а мы приветствуем Владимира Владимировича Булгенова. Поднимайте, пожалуйста, на сцену. Также, благодарственным письмом Народного прокурора Республики Бурятия награждается заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии, отличник физкультуры и спорта Владимир Жемеевич Акакаев. Владимир Жемеевич, если вы нас слышите и видите, поднимайте, пожалуйста, на сцену. Заслуженный тренер России Иванкина Виталий Сазонович. Ну, а мы рукоплещем всем тем, кто только что поднялся на эту сцену, большие аплодисменты. Законодатели нашей республики поощряют и глубоко ценят тот труд, неоценимый вклад наших дорогих тренеров и спортсменов, которые подарили нам немало ярких побед. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Спасибо. Ну что ж, Федор Петрович, теперь ваш черед. Благодарственным письмом Федерации спортивной борьбы России за вклад в развитие вольной борьбы Российской Федерации награждается генеральный партнер Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия, генеральный директор акционерного общества Забайкальское международное предприятие Александр Сергеевич Воронков. Награду он получает заместитель
здесь, в этом зале, и не знают, что наша республика, наша столица уже неоднократно была хозяйкой чемпионатов России по вольной и мужской и женской борьбе. Поэтому я думаю, что для нас эта награда имеет особенное значение. Награждается судья международной категории «Золотой голос чемпионата России и мира» Людмила Саратовна Цирикова. Награждается заслуженный мастер спорта России, чемпион мира Борис Иванович Булаев. Уже который год среди юношей проходят турниры имени и на призы Бориса Ивановича. Аплодисменты легенде бурятского спорта. Я уверен, что добрую половину, быть может даже больше, от сегодняшнего юбилея 60 лет на Борцовском ковре провел наш легендарный спортсмен Борис Иванович. Спасибо, спасибо, спасибо. Приглашаю вас в наш зрительный зал. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами видели в нашем первом видеоролике о том, с чего же начиналась спортивная вольная борьба нашей республики. Ну а каким же был размер этой борьбы, давайте узнаем прямо сейчас. С конца 70-х бурятская команда стала доминировать в национальных соревнованиях, а республика все чаще стала ареной крупнейших соревнований и турниров. На весь Советский Союз зазвучали имена Бориса Будаева, Олега Алексеева, Ильи Громаева, Батона Шнажирова, Анатолия Лезнова, Владимира Цедашиева и многих других. Стремительно менялась страна, а вместе с ним на небосклоне бурятской школы войны появились те, кто будет представлять в 90-е уже совсем другую страну. Замбалов, Илхам-Ажаев победоносно врываются в Россию.
Валиков избавляется за Гайшеева Тимур Молотов. Студия танца «Капучино». Ну что ж, из 80-х и 90-х мы возвращаемся во время настоящего и продолжаем чествовать наших героев. Для этого позвольте мне пригласить на эту сцену министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Ивана Валерьевича Козырева, заместителя мэра, руководителя аппарата администрации города Улан-Удэ Николая Николаевича Намсараева, представителя генерального партнера, главного инженера Забайкальского водоглавного предприятия Петра Геннадьевича Агничеева. Представляется Николай Николаевич Намсараев, пожалуйста. Дорогие друзья, разрешите поприветствовать вас от мэра города Улан-Удэ Игоря Шуренкова, от администрации города. Всех поздравить с нашим общим праздником, с открытием чемпионата по вольной борьбе Дальневосточного федерального округа и, самое главное, с 60-летием становления вольной борьбы Республики Бурятия. Мы очень гордимся нашими борцами, нашей богатой историей. Всех с праздником! Поздравляем! Благодарственным письмом мэра города Улан-Удэ за вклад в развитие вольной борьбы в городе Улан-Удэ награждается заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов мира, бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 в Лондоне, весовой категории до 63 килограммов, Любовь Михайловна Волосова. Благодарственным письмом мэра города Улан-Удэ награждается заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Советского Союза и 12-кратный чемпион России, 4-кратный чемпион всемирных игр клубных, чемпионат Европы, серебряный призер службы Олимпийских игр в 2001 году в Италии, бронзовый призер службы Олимпийских игр в 2005 году в Австралии Андрей Борисович Захрябин. Андрей Борисович, мы поздравляем. Награждается и приглашается на сцену заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион России, чемпион Европы 2011-2015, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион летних сурдоолимпийских игр 2009 года, бронзовый призер летних сурдоолимпийских игр 2017 года Александр Черевич Загдоев. Благодарственным письмом мэра города Улан-Удэ награждается заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, отличник физкультуры и спорта России, многократный чемпион России, чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер чемпионата мира 2012, чемпион летних сурдоолимпийских игр в 2009 году Григорий Николаевич Кожевников. Ну, а мы, дорогие гости, уважаемые друзья, аплодисменты дарим
выдающимся атлетам и спортсменам 21 века. Аплодисменты. Спасибо, Александр Николаевич, спасибо. Администрация города Улан-Удэ снова представляется министром спорта, спортивной политики Республики Иван Матвеевич Мозырев. Еще раз добрый день, уважаемые земляки, уважаемые любители, профессионалы вольной борьбы Республики Бурятия и не только. Я, конечно, прежде всего от себя лично, от лица нашего Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия поздравляю всех с этим знаменательным, знаковым, очень важным событием, круглой датой, юбилеем, 60-летним юбилеем вольной борьбы Республики Бурятия. Вольная борьба, как я уже говорил, это очень любимый и один из самых популярных видов спорта в нашей республике. Это знаковый вид спорта, который объединяет огромное количество наших земляков, как детей, так и взрослых уже мужчин и женщин, которые с удовольствием приходят смотреть, занимаются. И это настоящая традиция. Я уверен, что у нашей борьбы Республики Бурятия огромное, светлое будущее. У нас очень богатая и насыщенная история, очень сильные корни. И с таким потенциалом, с такой преемственностью, которая есть в вольной борьбе, я уверен, что результаты не заставят себя ждать. Хочется пожелать нашим спортсменам Республики Бурятия стать продолжателями тех славных традиций, которые были заложены в 60-е и 70-е годы 20 века. Я поздравляю всех еще раз с юбилеем, успехов, удачи и, конечно же, с юбилеем, 60-летним юбилеем вольной борьбы в Республике Бурятия. С праздником, друзья! Спасибо, Иван Валерьевич. А мы продолжаем. Благодарственными письмами Министерства спорта и молодежной политики Республики награждается заслуженный тренер России по вольной борьбе Владислав Матвеевич Бумбошкин. Сегодня мы чествуем и награждаем заслуженного тренера Республики Бурятия, тренера-преподавателя Баргузинской спортивной школы Виктора Андреевича Личинова. Гордой поступью подходит к сцене также еще один нас награждаемый ветеран спорта Николай Михайлович Матвеев. Николай Герасимович, поднимайте, пожалуйста, на сцену. Мы приветствуем заслуженного тренера Республики Бурятия Бекбукимовича Дашиева. Мы приветствуем и поздравляем сегодня тренера-преподавателя Кижеткинской спортивной школы Владимира Владимировича Базарова. Выходит на сцену физкультурно-спортивного комплекса тренер-преподаватель Тянкинской спортивной школы Валерий Дашевич Дебадашиев. А также отличный
будет тренер Республики Бурятия Анатолий Михайлович Цаганов. Ну что ж, уважаемые друзья, действительно, неимоверно важно развитие прекрасного вида спорта, исконно бурятского вида спорта в районах нашей республики. Хочется, чтобы в каждом уголке нашей солнечной Бурятии была своя спортивная школа, своя секция, чтобы сотни, тысячи мальчишек и девчонок нашли, быть может, свое призвание, свою судьбу, связали с этим видом спорта. Поэтому как же важна на сегодняшний день именно роль и работа спортивных тренеров на селе и в районах. Если вы со мной согласны, аплодисменты. Ну что ж, наши фотографы готовы запечатлеть эти исторические мгновения, моменты, но мы аплодисментами провожаем наших тренеров со сцены. Дорогие уважаемые земляки, сегодня мы празднуем 60-летие бурятской борьбы. Вы все знаете, что борьба для нашего народа, для нашей республики – это не просто вид спорта. Благодаря борьбе мы знаем, что воспитано очень много руководителей, выдающихся деятелей науки, выдающихся деятелей образования и многих других отраслей сфер. Вы знаете, что спорт является подготовкой жизни, чтобы мы себя чувствовали уверенно. Хочу сказать обязательно о тех ветеранах, которые стояли у истока вольной борьбы. Вы все знаете, что первая секция борьбы открытой республики в феврале 1962 года. И вот первый тренер сегодня здесь, Виктор Васильевич Боемеев. Давайте поприветствуем. Вы знаете, что первое поколение тренеров, которые сегодня были старше, здесь и Валерий Николаевич Иванов. Давайте поприветствуем. До сих пор дает выдающиеся результаты. Хочу сказать, что когда борьба началась, на сегодняшний день пошли тысячи, более 100 тысяч детей, которые прошли подготовку. Поэтому я думаю, что сегодня здесь очень важное, один из самых важных основных мероприятий нашей республики. Если же мы говорим о втором поколении тренеров, это, значит, такие выдающиеся тренеры, как Геннадий Владимирович Боемеев, заслуженный тренер СССР. Это наш Валерий Николаевич Иванов, я уже говорил, Федор Николаевич Махутов, Владимир Ильич Ангаршаев, Димас Сорич Ивахин, Василий Николаевич Гармаев. Понимаете? То есть я могу здесь забыть, вы уж простите, но никак мы не можем не сказать о этих выдающихся людях здесь, с этой сцены. Я думаю, что СМИ отдаст информацию всему народу. Вы все знаете, что те результаты, которые истоком, это первый чемпион, это Олег Алексеев, который пробил окно в Европу. Первый чемпион мира Борис Будаев. Понимаете? Его тренер Ачиров. То есть, я еще раз говорю, какие были результаты после таких побед. Как приехал Олег Алексеев, как приехал Борис Будаев. Сотни мальчишек пошли в секции борьбы. Я думаю, что мы не должны забывать те результаты тренеров, которые сегодня работают. Молодое поколение. Надо сегодня изучать историю. Вот Петр Ильшанов здесь, представитель Федерации спортивной борьбы. Сегодня один из самых главных вопросов ставится обучение, подготовка, переподготовка кадров. Понимаете, это очень важно, надо учиться. Поэтому я сегодня хочу сказать, когда было, допустим, возьмем 2012 год,
22 год, призер чемпионата мира Арслан Кудышев. Вернее, в 22 году сразу обои были, да? Евгений Шербаев. То есть сегодня тот цвет, те традиции борьбы сохранены. Желаю молодежи, чтобы вы были достойными сыновьями. Нельзя забывать Ирину Лагунову, Андрея Пусина. Мы должны обязательно сегодня давать всю полноту информации, потому что, не зная истории, мы не сможем пойти вперед. Я приветствую сегодня наших братьев якутов, которые всегда мы братья друг друга поддерживали. Сегодня все регионы приехали наши Дальневосточного федерального округа. Вы знаете, от души хочется много сказать. Но я думаю, что мы будем говорить и говорить. Потому что без истории, без тех традиций мы не сможем дальше побеждать. Всех с праздником! Всем удачи, добра! Занимайтесь спортом, занимайтесь вольной борьбой. Спасибо, Владислав Матвеевич. Иван Андреевич, еще одна миссия у нас с вами есть, давайте ее озвучим. Итак, сегодня удостоверение мастер спорта России со сцены из рук министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия получаем Максим Судаков. Аплодисменты. Чингис Мункуев. Заветное звание мастеров спорта России они сегодня получили. Давайте порадуемся вместе с ними аплодисментами. Эрдем Дашиев. Буентов Зарахцаев. Алексей Арганов. Кумен Бадиев. Ну что ж, мастера спорта России, ваши аплодисменты. Желаем нашим спортсменам удачи и новых побед. И следующий спортивный центр, Иван Валерьевич, я прошу вас остаться, потому как мы готовы пригласить на эту сцену самую настоящую легенду. Сегодня в этих видеороликах, в каждом из них, что в первом, что в втором, что в третьем, который вам еще предстоит увидеть, вы видите работу и труд именно этого человека. Человека, который все свои умения, все свои навыки, все свое огромное сердце и душу вложил в своих воспитанников. И эти воспитанники откликнулись благодарностью и золотыми, серебряными, бронзовыми медалями разного уровня международных, всероссийских, всесоюзных соревнований. Итак, дорогие друзья, встречайте Валерий Николаевич Иванов. Что ж, один из самых настоящих отцов, мудрых наставников, самый настоящий флагман бурятской борьбы. Валерий Николаевич, аплодисменты, уважаемые друзья. Спасибо. Спасибо, Иван Валерьевич. Слово предоставляется главному инженеру Забайкальского стандартного предприятия Дмитрию Геннадьевичу Отключению. Уважаемые друзья, позвольте сегодня всего нашего дружного коллектива
всех с праздником спортсменов, гостей, болельщиков, тренеров и особенно ветеранов спорта с вашим 60-летним юбилеем становления вольной борьбы в Республике Бурятия. Ну и поскольку мы в последнее время немного причастны к развитию вольной борьбы в регионе, позвольте нам всех вас поздравить с этим юбилейным знаменательным днем. Желаем спортсменам, нашим спортсменам хорошо выступить сегодня на чемпионате ДФО. Всем хорошего настроения. Спасибо. Спасибо, Петр Геннадьевич. Мы просим вас остаться на этой сцене. На протяжении уже более 4 лет Забайкальское аграрное предприятие является неотъемлемым партнером всех начинаний, всех турниров, чемпионатов и соревнований, которые проводятся Федерацией спортивной борьбы Республики Бурятия. Благодаря участию этого предприятия Федерации наши спортсмены вышли на высокий уровень спортивной подготовки и завоевали золотые и бронзовые награды на соревнованиях международного уровня. При финансовой поддержке Республика на высоком организационном уровне провела предолимпийские чемпионаты России. И это сотрудничество будет также плодотворно продолжено уже в этом году, а также в последующих годах. И прямо сейчас в этом зале будет подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Федерацией спортивной борьбы Республики Бурятия и акционерным обществом Забайкальское аграрное предприятие на 2023-2024 годы. Для подписания соглашения приглашается президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Чигит Валерьевич Баджанимаев, а также Петр Геннадьевич Ахичеев. Ну что ж, уважаемые друзья, мы поздравляем Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия с этим важным событием и благодарим, конечно же, акционерное общество Забайкальское аграрное предприятие. Очень здорово, что у наших спортсменов, в нашей федерации появился такой надежный, отзывчивый, отвлекающийся на все нужды и просьбы друг, товарищ в лице Забайкальского аграрного предприятия. Спасибо! Петр Геннадьевич, спасибо большое. Но это еще не все. В честь 60-летия Бурятской школы борьбы Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, а также Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия вручает сертификаты на получение борцовских ковров, подаренных Республикой первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Амара Магомедовича Муртазалиева. И сегодня эти сертификаты на борцовские ковры вручают и проводит эту церемонию Иван Валерьевич Козырев и Чигит Валерьевич Баджанимаев. Ну что ж, тоже и какие же районы стали счастливыми обладателями этих борцовских ковров, которые так нужны нашим мальчишкам и девчонкам для оттачивания их навыков и подрастающего мастерства. Это Кижемлинский район. Аплодисменты. Получает директор спортивной школы Кижемлинского района Батон Алданович Саиджабов. Борцовский абсолютно новый ковер от Амара Магомедовича сегодня уезжает в далекую, горную и невероятно красивую Акинский район.
Ковер также сегодня получает Курганский район. Мы приглашаем главу муниципального образования Леонида Борисовича Будаева, либо представителей Курганского района. Здравствуйте. Борцовский ковер также украсит зал спортивной школы в Жилинском районе. Получает глава муниципального образования Валерий Павлович Жударов. Горинский район также стал обладателем нового борцовского ковра глава муниципального образования Булат Алексеевич Цветпилов. На границу с Монголией отправляется еще один борцовский ковер в Кяхту. Кяхтинский район, Бекбар Жихмедович Немаев. Зеленгинский район Республики Бурятия также получает этот новый борцовский ковер. Представители муниципального образования Зеленгинского района получают этот ковер. Помните, что глава Зеленгинского района Станислав Шишкарбаев в прошлом борец также будет рад этому приобретению. Дарбагатайский район. Руководитель спортивного клуба «Зарядка» Вагит Владимирович Мункуев. Быть может, будущие чемпионы России, Европы и мира как раз-таки будут именно из Тарбагатайского района. И новый виток развития получит футбольная борьба именно в этом славном районе. Также борцовский ковер получает традиционная буддийская самка России. Представители Санки, пожалуйста, мы приглашаем вас на десант. Ну что ж, быть может, проделав почти 800 километров через Иркутскую область доберется новый ковер, быть может, до города Северобайкальска, а быть может и самолетом. Мы отправим его и будем чествовать сегодня представителей техникума. Итак, город Северобайкальск, Михалев Дмитрий Андреевич. Ну что ж, дорогие друзья, со всеми своими воспитанниками вышла на эту площадку Тарбагатайский район. Аплодисменты, уважаемые друзья. Ну что ж, пускай все самое необходимое, если инвентарь, борцовские ковры будут в каждом уголке нашей республики, в каждом отдаленном поселке. Быть может, и благодаря этому начинанию наша борьба стремительными шагами будет идти вперед. Спасибо! Ну что ж, итак, уважаемые друзья, дорогие наши гости, если вы следили за развитием небольших историй в наших роликах, то, конечно же, уже готовы увидеть настоящее, светлое настоящее и уверенное такое же удивительное будущее нашей спортивной борьбы в Бурятии прямо сейчас. Внимание на камеру. Стала визитной карточкой республики. Ее имидж и лицо. А лицо бурятской школы борьбы сильное и амбициозное. Александр Богомолов.
Особо приглашается председатель Совета депутатов города Улан-Удэ, президент Федерации спортивных боевых мероприятий Никит Валерьевич Баджаймаев, вице-президент Федерации спортивных боевых мероприятий Вадим Витальевич Трени, вице-президент Федерации спортивных боевых мероприятий Жансол Жалсанович Амахабов, почетный президент Федерации спортивных боевых мероприятий, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Борис Луканович Будаев. Вадим Витальевич, мы приглашаем вас на сцену. Ну что ж, то какие эмоции сейчас испытывает наша Бурятская Федерация, давайте узнаем прямо сейчас. Никит Валерьевич, слово. Уважаемые спортсмены, тренеры, любители вольной борьбы, сегодня проходит у нас праздник спорта, праздник борьбы Республики Бурятия в городе Улан-Удэ. И сегодня мы отмечаем итоговые мероприятия, посвященные 60-летию школы вольной борьбы Республики Бурятия. И сегодня очень много слов было сказано, и видеоролики показывали, сколько много дел было сделано, сколько наших именитых спортсменов, которые возглавляли нашу Республику Бурятия, свою родину, нашу Россию. Очень много приятных наших спортсменов, ветеранов, которые сегодня и здесь присутствуют. Большое вам спасибо, ветераны наши. И
конечно же, подводя итоги 60-летия, мы помним, понимаем, знаем всех наших спортсменов, которые вложили, вкладывают и до сих пор в развитие нашей борьбы. Даже 80 лишних лет есть нашим спортсменам, тренерам, они все равно выходят на ковер, помогают своим ученикам, подсказывают, вдохновляют, и это очень радует, конечно, нас. Сегодня мы, подводя итоги мероприятия, отдаем дань уважения нашим спортсменам, ветеранам нашим, которые все сделали для развития нашей борьбы. И хочу сказать, что медалью за заслуги перед Республикой Бурятия также получили, помимо Аслана нашего Ложанова, наши члены сборной, это Ирина Алагонова и Евгений Жербаев. Давайте поздравим их тоже. Когда они приедут, мы обязательно им вручим эти награды. Конечно, сегодня подписание соглашения с нашим генеральным партнером, нашей организацией, которая всегда поддерживает нас, это Забайкальское горнорудное предприятие. Оно на протяжении нескольких лет всегда поддерживало без приходов такого нашего длительного спонсора, людей, которые поддерживают нашу вольную борьбу. Наша борьба, уровень борьбы пошел вверх. И порядка 30 лет у нас не было призеров, чемпионов Европы. Они у нас появились. Не было у нас призеров чемпионата мира. Они у нас появились. Очень много детей начали идти. И поэтому Забайкальское горнорудное предприятие в этом году решило подписать прямое соглашение с Федерацией спортивной борьбы Республики Бурятия. И сумма соглашения только на 2023 год составляет 6,5 миллионов. Давайте поблагодарим наших. И думаю, что это не предел. А мы с вами, спортсмены, тренеры, любители борьбы, все делаем для того, чтобы наш любимый вид спорта, наша борьба развивалась и процветала. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется вице-президенту Федерации спортивной борьбы Бурятии Вадиму Витальевичу Премию. Добрый день, уважаемые присутствующие. Поздравляю всех спортсменов, всех борцов с 60-летним юбилеем нашей славной вольной борьбы. Конечно, в первую очередь ветеранов, тренеров, прославленных спортсменов, судей и молодых спортсменов. Я желаю, чтобы наша федерация продолжала также поддержку активную. Мы для этого все делали и будем делать. И сегодня Чикин Валерьевич сказал, что на особый уровень вышло поддержки и сотрудничества со стороны титульного спонсора. Тоже очень рад быть в составе и партнеров и спонсоров вместе с ЗГРБ. Спасибо вам, ребята. Ну а я думаю, дело чести для спорта, для спортсменов, конечно, побеждать. Вот сейчас золото с Ерыгиным привезли нам Ирина и Евгений. Как держать, как продолжать. Ну, а республика вместе с борьбой всегда, бизнес вместе с борьбой всегда. Как было, так и есть, так будет и впредь. С праздником 60 лет! Ура! Слово предоставляется вице-президенту Федерации спортивной борьбы Бурятии Жансу Жалсановичу Мажарову. Слово предоставляется Борису Зудановичу Будаеву.
еще Алексеев, да, для меня был это кумир и всегда держался, но он стал первым чемпионом Европы. И когда было, я всегда рядом с его командой, но чемпион Советского Союза, Европы и мира, когда стал Сергей Замбалов, подошел близко к призеру Европы и призеру мира. И, конечно, сегодня процветает наша, развивается вольная борьба. Нас очень радует, и я хочу сегодня с юбилеем 60 лет всех заслуженных тренеров России, сегодня, которые работают с детьми, вот сегодня получали, которые в сельских местностях, что ребята выходят только с сельских районов, поэтому, ребята, я вам желаю творческих работ, долго лет жизни в спорте, и также нашим ветеранам долго-долго лет жизни, чтобы мы радовались и встречались с вами. И сегодня всех от души поздравляю с 60-летием нашего Федерации борьбы. И, конечно же, наших сегодня меценатов, кто помогает отцам. И сегодня Ирина Рудонова, Евгений Жеребаев. Пожелать, что есть у нас примеры, всегда лидеры, и поэтому молодые ребята держались в равнении. Удачи вам, спасибо. Спасибо, Борис Иванович. Ну что ж, ну а мы сегодня благодарим всех тех, кто был всегда вместе с нами, вместе с Федерацией спортивной борьбы Республики Бурятия. За вклад в развитие вольной борьбы Бурятии награждаются строительная компания «СМИТ», лице генерального директора Геннадьевича Даджиева. Аплодисменты и фанфары звучали в адрес тех, кто уже готовится подняться на сцену. Строительная компания «БЭС Плюс», лице генерального директора Вячеслава Назаровича Байвинова. Представители компании «БЭС Плюс» и СМИТ, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Группа компании «Титан» в лице Вадима Витальевича Древни. Итак, уважаемые друзья, благодаря за письмом Совета депутатов Владимирского городского совета за вклад в развитие вольной борьбы Бурятии награждается главный инженер Забайкальского городного предприятия Петр Геннадьевич Отличеев. Петр Геннадьевич сегодня неоднократно пригласил, пожалуйста, вновь вас приглашаем подняться на нашу сцену. Также позвольте наградить благодарственным письмом заслуженного тренера Республики Бурятия, отличника физической культуры и спорта Российской Федерации, главного тренера сборной Бурятии по вольной борьбе среди женщин Сидиджама Владимировича Гулгенова. Петр Геннадьевич, большое спасибо вновь за постоянное ваше внимание и участие. Заслуженный тренер России Юрий Александрович Сандаков. Нашим дорогим коллегам, нашим старшим товарищам большое спасибо, аплодисменты и памятные фотографии. Ну, а мы продолжаем чествовать наших дорогих партнеров. Итак, Борис Иванович, представитель Федерации спортивной борьбы, миссия еще не окончена. Председатель Центрального Урала Республики Бурятия по бюджетному
авансом Александр Владимирович Барлабаев приглашается на эту сцену. Мы сегодня поздравляем нашего мецената Вагина Абдыковича Долгорова, который также неоднократно помогал во всех начинаниях Федерации. Еще одного мецената не только в вольной борьбе, но и во многих других видах спорта нашей республики. Долгие годы является Лев Алексеевич Асалганов. Вагина Абдыкович, Лев Алексеевич, либо представители наших меценатов, наших почетных партнеров и друзей, пожалуйста, приглашайте на эту сцену. Рекламная группа компании «Домино» в лице генерального директора Дмитрия Владимировича Путилина. Рекламное агентство «Red Box» в лице генерального директора Алексея Сергеевича Гулбенова. Телекомпания АТВ в лице генерального директора Виктора Юрьевича Турчника. Бог, спасибо. Телекомпания ТВ также благодарим за освещение всех наших спортивных состязаний. Медиахолдинг New Media Group в лице генерального директора Багира Базаровича Байжирова. Сеть кафе «Шелундов» в лице руководителя Шерафа Артемьевича Артемьева. Для тех, кто не знает, Шелундов постоянно очень вкусно обеспечивает обедами и ужинами наших спортсменов, наших борцов. Большое спасибо. Кафе «Шелундов», меценат Алиша Вальмыгуевич Сидинжапов. Вальжемимаев Батар Жабдаваевич. Аюша Вальмыгуевич Сидинжапов, Батар Жабдаваевич Вальжемимаев. Это два наших мецената, которые всегда с большим удовольствием откликают сюда всем просьбы на помощь и содействие в организации и проведении турниров разного уровня. Также сегодня хочется поблагодарить массажиста сборной. Это Саджиман Юрьевна Мирсанова. Саджиман Юрьевна, пожалуйста, если вы вместе с нами, присоединяйтесь, пожалуйста. Ну что, все понимаете, насколько важно размять мышцы, особенно в таком трудном и сложном виде спорта, как спортивная вольная борьба. Спасибо нашим дорогим друзьям. Мы сегодня говорим большое спасибо Вячеславу Богдановичу Сидинжапову. Вячеслав Богданович является давним поклонником вольной борьбы. Пожалуйста, мы вас ждем на этой сцене. Вячеслав Анатольевич Давнецурунов, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Автономное учреждение Республики Бурятия, Центр спортивной подготовки, вице-директора Юрия Петровна Кацуба. Центр спортивной подготовки за постоянное, пристальное внимание не только к вольной борьбе, но и ко всем видам спорта нашей республики, спорта высших достижений. Спасибо большое. Государственное автономное учреждение Республики Бурятия, дирекция спортивных сооружений, лице исполняющего обязанности директора Григория Ивановича Покровского. Так, дирекция спортивных сооружений, в чем ведомстве находится не только физкультурно-спортивный комплекс, но и центральный стадион и много других спортивных сооружений, знаковых для развития спорта нашей республики. Мы приглашаем компанию «Байкал Медиа Консалт», вице-директора Сергея Владимировича Бурникова.
Так, спасибо большое. Да, мы продолжаем. В январе 23 года, совсем недавно, Федерация спортивной борьбы Бурятии провела рейтинг регионов, рейтинг районов нашей республики по итогам выступлений спортсменов на юношеских первенствах республики. По итогам определенного рейтинга выявилась тройка сильнейших районов нашей Бурятии. Итак, мы приглашаем на эту сцену главу муниципального образования Кижингинский район Геннадия Зудуевича Саранова. Кижинга. Также представляет на этой сцене главу муниципального образования Туркинский район Чингиза Валерьевича Маншеева, а также главу муниципального образования Джигинский район Валерия Павловича Шакшитарова. Ну что ж, мы так понимаем, что мальчишки и девчонки этих трех районов активнее всего занимаются тем видом спорта, который им по душе, и статистика и врет, и выявляет точно результаты и победы нашего подрастающего поколения, которое представляет сегодня эти три района: Кижинга, Губка и Джида. Встречаем! Шудинский район Валерий Павлович Шакшитаров. Кижингинский район Геннадий Зудуевич Саранов. Туркинский район Чингиз Валерьевич Маншеев. Ну что ж, представители Туркинского района мы обязательно эти благодарственные письма вручим. Спасибо большое. Спасибо муниципальному образованию нашей республики. Мы продолжаем вас в наш зрительный зал. Огромный вклад в борцовское движение республики и пропаганду вольной борьбы ежегодно приносят наши традиционные турниры на призы и памяти наших выдающихся земляков. Одним из крупнейших международных турниров, проводимых в России, является международный турнир по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. Благодарность Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия вручается главе Бурятии Алексею Сарбоевичу Сиденову за популяризацию вольной борьбы на международном уровне. Думаю, что Иван Валерьевич от лица правительства Республики Бурятия может получить эту награду. Благодарность вручается заслуженному мастеру спорта, чемпиону мира Борису Ивановичу Будаеву за организацию международного турнира по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Благодарность Федерации спортивной борьбы Бурятии вручается Софье Вальчитовне Алексеевой, ваши аплодисменты за организацию всероссийского турнира памяти Олега Александровича Алексеева. Благодарность Федерации вручается Оксане Анатольевне Замбаловой за организацию одного из крупнейших наград на Востоке юношеских всероссийских турниров памяти Сергея Александровича Замбалова. Благодарность вручается Валерию Валерьевичу Сидееву за организацию первенства Республики Бурятия среди юниоров до 24 лет памяти Валерия Базаржевича Сидеева. Внимание, пожалуйста, так, Валерий Валерьевич, пожалуйста, получите награду за выдающиеся достижения, организацию турниров и вашего отца. Спасибо большое. Благодарность вручается начальнику управления физкультуры и спорта администрации города Улан-Удэ Андрею Владиславовичу Зубенко за организацию всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей памяти Героя Советского Союза генерал-майора Балдынова.
Вручается благодарность Светлане Васильевне Гармаевой за организацию всероссийского турнира памяти Василия Анатольевича Гармаева. Награду получает внучка основателя, одного из основателей вольной борьбы Республики Бурятия. Валерия Медухова, спасибо. За большой вклад в развитие спортивной борьбы Республики Бурятия благодарность вручается Батарову Занбазаровичу Зырикову. За большой личный вклад в развитие спортивной борьбы Республики Бурятия награждается Валерий Николаевич Иванов. А также мы сегодня приветствуем, поздравляем, жмем руку Зрихту Владимировичу Меньшикову за большой личный вклад в развитие спортивной борьбы в Бурятии. Почетный гражданин Республики Бурятия, ваши аплодисменты, Зрихту Владимирович Валерий Николаевич. Ну что ж, я прошу растянуться по всей ширине нашей сцены всех тех людей, которые проводят турниры разного уровня в нашей республике, тем самым популяризируя прекрасный вид спорта, спортивной борьбы. Аплодисменты! Мы вольники, и нет прекрасней спорта. Так было и так будет всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломить нельзя. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. Если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнет «Разорви!», то это значит «Победи красиво, красиво действуй, думай и живи». С праздником! Вольная борьба Бурятии! 7 лет! Участников, гостей, жителей, зрителей и болельщиков за то, что сегодня вы делите эти радостные мгновения вместе с нами. Давайте пожелаем нашим спортсменам спортивной удачи и, конечно же, всем им в предвкушении заветной золотой олимпийской медали. Да будет так! Doğrultuki bu kadar doğru uşağı. Захундыты сыхы дамжолға қарақшат. Мұны полуфиналы
Рышулы Амгдедонда. Углы Дырганцо. Утешительные и финалы. Так, внимание! Судьи чемпионата, прошу занять рабочие места. Когда час улов? 2 часа. 2 часа. Дима, свет давай. Русик, Русик, арбитр, арбитр. Семьдесят 9. Сейчас. Вот надо сказать там. Это... Итак, дорогие друзья, уважаемые участники, болельщики, начинаем вечернюю программу чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной женской борьбе 2023 года в городе Улан-Удэ. На ковер приглашаются Так, с 57 килограмм. 57 килограмм. Первый полуфинал уже прошел, отборолись. Там Белолюбский Айал в финале уже. А здесь Ашенко Пулов. 79 килограмм. Операторы, будьте добры, звук увеличьте, пожалуйста. на ковре А борцы весом 57 килограммов.
Любомир Ашеин, Республика Саха-Якутия. Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. Финиш. На ковре Б с явным преимуществом победил Тумен Бадиев, Республика Бурятия, мастер спорта. Спортсмену 20 лет. Тренируется под руководством Вадима Цыбикова, Нимы Немаева и Эрдема Беликтуева. Приглашаются Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Ачир Даршиев, Бурятия. На ковре А участники 1-2 финала весовой категории 57 килограммов. На ковре борцы, представляющие команду Республики Саха-Якутия. В красном трико Любомир Ашеин. Ему 22 года, мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренируется под руководством Сафина, Захарова и Макарова. В синем углу ковра А отдыхает Алексей Копылов. Мастер спорта России, призер первенства России среди юниоров. Тренируется под руководством Филиппова в спортивном клубе Республиканского центра спортивной подготовки Республики Саха-Якутия. На ковре Б продолжается поединок борцов весовой категории до 79 килограммов. Вторая встреча. Борьба за выход в финал. В красном Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, Василий призер первенства Республики Саха-Якутия. Борьбой занимается в Республиканском центре спортивной подготовки. Тренеры Корякин, Захаров. В синем Ачир Даршиев, Республика Бурятия. Спортсмену 25 лет. Ачир – мастер спорта России. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Борьбой занимается
занимается в Республиканской школе Олимпийского резерва. Тренер Зарик Меньшиков. Время. На ковре борьба за выход в финал. Борцы весовой категории до 79 килограммов. В красном Василий Кириллов, Саха Якутия. В синем Ачир Дашиев, Бурятия. А на ковре победил Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются борцы веса 61 килограммов: Александр Авелов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Дамкинов, Республика Бурятия. На ковре Б победил Ачир Дашиев, Бурятия. Таким образом, в финальном поединке борцов этой весовой категории мы увидим Тумена Бадеева и Ачира Дашиева. Приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Нгие, Кочоян, Приморский край, Арсалан Большенимаев, Бурятия. На ковре участники полуфинального поединка весовой категории до 61 килограмма. В красном трико Александр Авелов. Представляет команду Республики Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта. Победитель Пермского Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренер Капитонов Яков. Борис на ковре Жаргал Дамкинов. Представляет команду Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край. Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского
резерва Республики Бурятия, тренер Базаров Амнинов. Вниманию спортсменов весовой категории до 125 килограммов. Изменения в программе. Борцы весовой категории до 125 килограммов. Третий круг соревнований будет проходить после поединка борцов весовой категории до 61 килограмма. То есть через одну схватку на ковер А будут выходить борцы весом 125 килограммов. Будьте внимательны. На ковре проходит 1/2 финала борцов весовой категории до 86 килограммов. В красном Мунгер Качаян, Приморский край. В синем Арсалан Баджимаев, Бурятия. Мунгер Качаян, мастер спорта. Спортсмену 27 лет. Победитель первенства Восточного федерального округа. Спортивный клуб «Булат» тренируется под руководством Таварова. В синем кику Арсалан Баджимаев, команда Республики Бурятия.
Представляем руководителя ковра «Б». Судья всероссийской категории Евгений Павлов, Бурятия. Арбитр Александр Лавшин, Хабаровский край. Боковой судья Алдар Дайкаков, Бурятия. На ковре А победу удержал Жаргал Намгинов, Республика Бурятия, и выходит в финал весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Алдар Лукуев, Бурятия, Петр Константинов, Саха, Якутия. На ковер А приготовиться борцы весовой категории до 125 килограммов. Борцам весовой категории до 125 килограммов приготовиться к выходу на ковер А. На ковре Б победу с явным преимуществом одержал Умпер Качаян, Приморский край. Приглашаются Николай Борисов, Республика Саха-Якутия, Буинту Шалапов, Бурятия. На ковре А участники 1-2 финала весовой категории 61 килограммов. Красного трико Алдар Манкуев, мастер спорта России. Ему 22 года, представляет команду Республики Бурятия. Тренирует руководство Заректо Меньшикова и Бояра Царедова. Борец в синем трико Петр Константинов. Представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа тренирует под руководством Иванова и Никифорова. На ковре Б в красном трико право выхода в финал оспаривает Николай Борисов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Борьбой занимается в Республиканском центре спортивной подготовки тренеры Уларов, Дмитриев. Буинту Шадапов в синем трико, команда Бурятии. Буинту 21 год, мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тренеры Нима Немаев, Вадим Цыбинов.
На ковре Б после первого периода лидирует борец в синем трико Буинту Шадапов. 8 баллов впереди. Победил Буинту Шадапов и выходит в финал, где будет бороться с Гером Хачаяном Приморский край. Приглашаются борцы весовой категории до 90 килограммов. Нюргун Сергин, Республика Саха-Якутия, Аян Мимаев, Бурятия. А на ковре победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал весовой категории до 61 килограмма. На ковер приглашаются борцы весовой категории 125 килограммов. Цедаши Тугаров, Забайкальский край, Амгалан Бакшиев, Республика Бурятия. На ковре начали встречу участники полуфинального поединка весовой категории до 125 килограммов. Красным трико Цедаши Дуганов представляет команду Республики Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Мастер спорта России, победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа, тренируется под руководством Валерия Иванова. Борис Трико Амгалан Бакшиев, кандидат мастера спорта, представляет команду Республики Бурятия, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Улан-Удэ имени Валерия Сидеева, тренер Кирилл Сындыбеев. На ковре Б продолжается борьба за выход в финал борцов весовой категории до 92 килограммов. В красном борется Нюргун Сергин, команда Республики Саха-Якутия.
Нюргулу 26 лет, кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, Республиканский центр спортивной подготовки Саха-Якутии, тренер Сивцев. В синем трико борется 19-летний кандидат в мастера спорта Аюр Немаев, команда Бурятии, победитель первенства Республики Бурятия и первенства Дальневосточного федерального округа, Республиканская школа Олимпийского резерва, тренер Немай Мамаров. Внимание участников, представителей команд, болельщиков. Завтра начало соревнований 10:00. Завтра начало соревнований 10:00. Взвешивание участников второго дня 8:00, 8:15. На ковре победил Нюргул Сергей, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Валентин Груздев, Никита Сафронов.
А на ковре победу держал на ковре победу держал Амкалан Бакшиев, Республика Бурятия. И выходит в финал тяжелой весовой категории. Приглашаются Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория борцов на КВБ до 92 килограммов. Борьба за выход в финал. Валентин Груздев, красный трико. Команда Хабаровского края. Валентину 32 года, мастер спорта России. Обладатель первого места абсолютного чемпионата России. Тренируется под руководством Абакара Алиева. Синий Никита Сафронов, команда Республики Саха-Якутия. Спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Республиканский центр спортивной подготовки. Тренеры Макаров, старости. На ковре участники полуфинального поединка весовой категории до 125 килограммов. Красным трико Эдуард Максимов представляет команду Республики Саха-Якутия. Ему 21 год, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Тренеры Уваров, Симцев. Его соперник Валерий Андрей Аронов, мастер спорта России, также представляет команду Республики Саха-Якутия. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренер Симцев.
Арбитр, замечание сделай, что нельзя уходить. А. А я здесь уже приехал. На договоре победу одержал Андрей Аронов, Республика Саха, Якутия, и выходит в финал тяжелой весовой категории. Приглашаются участники полуфинальной поединка весовой категории 65 килограммов Эртель Шараскипанов, Республика Бурятия, и Рустам Атонов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б победил Валентин Грустев, Хабаровский край. Финалисты борцовской категории до 92 килограммов Мюргун Сергин, Саха-Якутия, Валентин Грустев, Хабаровский край. Надо смотреть, я отсюда все видел. На ковре Б судейская коллегия во главе с главным судьей соревнований, судьей республиканской категории Анатолием Ковалевым, город Благовещенск, рассматривают спорный вопрос этого поединка. Руководитель ковра Б, судья всесоюзной всероссийской категории Руслан Мамединов, Амурская область.
сюди. Арбитр на ковре Б. Цыган Цыбиков, Республика Бурятия. Боковой судья Алдар Гандаков, Бурятия. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов. В красном трико мастер спорта России Кельдем Шарасиманов, Республика Бурятия, ему 23 года, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия, тренеры Чингис Дандаков, Баян Целин. Борец Трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Делустам Атонов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Центрального федерального округа, тренируется под руководством Сафронова и Игнатия. Ему 24 года. На ковре Б победил Валентин Груздев, Хабаровский край. Приглашаются борцы весовой категории до 55 килограммов. Третий круг соревнований. Наши девушки Александра Просвирнина, Бурятия, Софья Редька, Амурская область.
На ковре победу матушая держава Александра Красильнина, Республика Бурятия, кандидат в мастера спорта, Юрий Свистин. На ковре победу одержал Дагестан Татонов, Республика Саха-Якутия. На ковре ведут равно Кристины Кондратьевой. Победа присуждается Ульяне Фишцевой, Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Сарина Кондакова, Бурятия, Мария Кузнецова, Амурская область. Приглашаются Ренчинов, Бурятия, Виктор Жербаев, Бурятия. Сарина Кондакова в красном трико, Бурятия. В синем Мария Кузнецова, Амурская область. Победила Мария Кузнецова, Амурская область. Приглашаются спортсменки весовой категории до 65 килограммов. Намина Должитова, Бурятия, Алена Евграфова, Бурятия. На ковре участники полуфинального поединка весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Ренчинов представляет команду Республики Бурятия. Ему 19 лет, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Республики Бурятия тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Улан-Удэ имени Валерия Сидеева. Тренируется под руководством Непонимаева Мифтахова. В синем трико Виктор Жербаев, мастер спорта России, также представляет команду Бурятии. Ему 23 года. Победитель чемпионата Республики Бурятия тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Валерия Иванова. На ковре спортсменки, представляющие команду Республики Бурятия. Весовая категория до 65 килограммов. Намина Должитова в красном трико, в синем Алена Февралева. Намине 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Бурятия. Республиканская школа Олимпийского резерва. Тренеры
Базаров. Алена Февралева в синем трико, спортсменке 20 лет, кандидат в мастера спорта, победительница первенства Республики Бурятия и победительница первенства Дальневосточного федерального округа. Спортивная школа Олимпийского резерва «Курсы» имени Валерия Сидельева. Тренеры Евгений Кузьмин, Любовь Сольцева. На ковре работает судейская бригада в составе руководитель ковра Владислав Бардаханов, судья всероссийской категории, арбитр на ковре потом Сын Нашиев, судья первой категории, боковой судья Максар Жанчик, судья первой категории. А на ковре А победу одержал Виктор Жирбаев, Республика Бурятия, и выходит в финал весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются борцы веса 97 килограммов. Батма Бальжанимаев, Владислав Шумов, Приморский край.
На ковре Б победила Алена Февралева. Приглашаются спортсменки весовой категории до 68 килограммов. Спортсменки Бурятии Надежда Галдина, Валерия Дантупова. Красным трико на ковре Фатма Бажнимаева. Кандидат в мастера спорта представляет команду Бурятии, 24 года ему. Призер первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева под руководством Виктора Сандемеева. На ковре А победу одержал Владислав Шумов, Приморский край. И выходит, приглашаются Илья Жемалов, Александр Колсанов, представители Бурятии. На ковре Б проходит третий период поединка спортсменов весовой категории до 68 килограммов. Надежда Галкина в красном трико, кандидат в мастера спорта, спортсменке 18 лет, победительница первенства Республики Бурятия. Борьбой занимается в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Каракамовская и Губеев. Валерия Дантупова. В синем трико мастер спорта России, спортсменке 26 лет. Призер первенства России среди юниоров. Она также борьбой занимается в школе Олимпийского резерва, республиканская школа. Тренеры Дамдин Дамдинов, Евгений Павлов, Максим Малонов. К выходу на ковер А после этого поединка приготовиться борцам веса 125 килограммов Никите Хамарову, Галану Бакшиеву. А на ковре А борцы веса 97 килограммов, в красном трико Илья Жемалов, ему 18 лет, мастер спорта России. Победитель первенства Республики Бурятия, призер чемпионата мира, первенства мира и первенства Европы среди юниоров. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Батара Базарова, Аира Седашиева. Борец синим трико Александр Мансанов. Ему также 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Алматы имени Валерия Сидеева под руководством Аира Задеева. Внимание, поправка.
К выходу на ковер после этого поединка приготовится участница весовой категории 50 кг Улме Батмаевой, Галине Самбуевой. На ковре победу одержал Илья Уживалов, Республика Бурятия. Приглашаются на ковер участницы 1-2 финала, весовая категория 50 кг, Долма Батмаева, Дарима Самбуева. Так, внимание! Сведению участников, представителей команд, болельщиков. Завтра начало соревнований 10 часов. Взвешивание участников с 8 часов утра до 8:15 минут. На ковре Б с явным преимуществом победила Валерия Гантупова, Бурятия. Приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов. Борьба за выход в финал. Булат Батоев, Владислав Кривошапов. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 50 килограммов. В красном трико Долма Батмаева. Представляет команду Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта, победительница первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Наталья Таракановская, боец Базарон. Ей 18 лет.
первенства Республики Бурятия. Тренируется также под руководством Натальи Тарагановской. Ей 18 лет. На ковре борьба за выход в финал спортсмены весовой категории до 70 килограммов. Булат Батуев в красном трико. Команда Республики Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край. Булату 29 лет, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Борьбу занимается в республиканской школе олимпийского резерва. Тренеры Валерий Иванов, Базаров. В синем трико борется Владислав Кривошапкин, команда Республики Саха-Якутия. Владислав решил оставить в секрете свои анкетные данные. На ковре победу держала Толма Батмаева, Бурятия, и выходит в финал. Приглашается Хамда Цибенова, Бурятия, Ксения Леханова, Республика Саха, Якутия. На ковре участницы полуфинала весовой категории 50 килограммов. Красный трико Хамда Цибенова, мастер спорта России, представляет команду Республики Бурятия. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 города Улан-Удэ под руководством Юлии Нажнимаева. Синим трико Ксения Леханова, кандидат в мастера спорта, представляет команду Республики Саха-Якутия. Тренируется в училище Олимпийского резерва Республики Саха-Якутия. Тренер Колодезников Рожен Ликин.
Приготовиться Олегу Фомину, Саяну Жиксамалину. На ковре победу держала Ксения Леханова и выходит в финал. Приглашаются на ковер приглашаются борцы весовой категории 125 килограммов. Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, Абдуллах Бакшиев, Республика Бурятия. На ковре Б победил Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Олег Фомин, Саха-Якутия,
Саян Джигзамаев, Бурятия. На ковре Б проходит второй полуфинальный поединок борцов весовой категории до 70 килограммов. Олег Хамин в красном трико, Сахай Утин, синий Саян Джигзамаев, Бурятия. На ковре Б закончился первый период поединка. Борьба за выход в финал. Борцов весовой категории до 70 килограммов. В красном Олег Фомин, команда республики Саха-Якутия. Олег Фомин также решил оставить свои анкетные данные в секрете. А Саян Джигзамаев, республика Бурятия, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Борьбой занимается в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва тренеры Зверенов и Банмаров. Впереди Олег Фомин, Саха-Якутия.
На ковре борцы весят 125 килограммов. Красный трико Никита Хабаров. 22 года ему. Представляет Германию Республики Саха-Якутия. Мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 24 лет. Тренирует водопост Иванова и Некрасова. Борис Трико Амкалан Бакшеев. Ему также 22 года, представляет команду Республики Бурятия. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева, тренер Александр Синдебеев. Олег Фомин, Саян Джакзыманов. На ковре победил Олег Фомин. В финале весовой категории до 70 килограммов встречаются Владислав Кривошапкин, Саха-Якутия, и Олег Фомин, Саха-Якутия. Приглашаются спортсменки весовой категории до 59 килограммов. Адиса Аюшеева, Эжжема Саранова. На ковре начинается главный финал спортсмена весовой категории до 59 килограммов. Борьба за первое место и золотую медаль чемпионата Дальневосточного федерального округа. В красном трико Адиса Аюшеева, в синем Эжжема Жансаранова. Спортсмены представляют команду Республики Бурятия. На ковре победил Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Приглашаются Цедыши Дугаров, Забайкальский край, Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия.
медаль в красном трико борется Адиса Аюшевна. Команда Бурятии, Адисе 20 лет, кандидат в мастера спорта, победительница первенства Республики Бурятия. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тренеры Карагановская и Базаров. Тренеры Карагановская и Базаров. Эжжима Жамсаранова борется в синем трико. Команда Бурятии, кандидат в мастера спорта. Победительница первенства Дальневосточного федерального округа. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сидеева. Тренеры Ринчина, Сахиян, Болотов. На ковре А борцы веса 125 килограммов. В красном трико Седеши Дугаров представляет команду Забайкальского края мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа тренирует под руководством Валерия Иванова. Его соперник в синем трико Эдуард Максимов. Кандидат в мастера спорта представляет команду Республики Саха-Якутия. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров тренируется под руководством Уварова и Сивцева.
Двигаем. Нету. Ай, да. На КВБ победила Эржема Жамсаранова, Бурятия, завоевала первое место и золотую медаль на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Поздравляю, Аниса Айшева стала серебряной медалисткой. Приглашаются спортсменки весовой категории до 72 килограммов. Главный финал. Дарья Баландина, Бурятия, Аяна Самбуева, Бурятия. На ковре А победу держал Эдуард Аксимов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются борцы веса 97 килограммов Андрей Лупаскин, Бурятия, Илья Жибалов, Бурятия. На ковре Б Дарья Баландина в красном трико. Команда Бурятии, кандидат в мастера спорта. Дарья, 17 лет. Призер первенства Республики Бурятия. В этом поединке победила Дарья Баландина и стала обладательницей золотой медали Дальневосточного федерального округа. Она чемпионка, завоевала первое место. Аяна Самбуева завоевала второе место. Стала обладательницей серебряной медали. На ковер приглашаются спортсменки весовой категории до 50 килограммов. Галина Самбуева, Хандан Цабетова. Борьба за третье место и бронзовые медали. Галина Самбуева и Хандан
Хандацменова. На ковер бой приглашаются Дарима Самбуева, Хандацменова. На ковре борцы веса 97 килограмм. В красном трико Андрей Илпаскин, мастер спорта России, представляет команду Республики Бурятия. Призер первенства России, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Дмитрия Болтаева. В борьбе трико Илья Живалов, мастер спорта России, ему 18 лет, представляет команду Республики Бурятия. Призер первенства Европы и мира среди юниоров. Тренируется под руководством Батара Базарова и Баира Сидашова. В борьбе за третье место весовой категории до 50 килограммов встречаются Дарима Самбуева и Хандацменова. Спортсменки представляют команду Республики Бурятия. Дарима Самбуева, 18 лет, кандидат в мастера спорта, победительница первенства Республики Бурятия, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тренер Наталья Таракановская. Хандацменова в синем трико. Спортсменке 22 года, мастер спорта. Чемпионка Дальневосточного федерального округа. Тренируется под руководством Юрия Дашимаева, Цигенжанова и Джиганчева. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 9.
ковре А победу одержал Илья Жибалов, Республика Бурятия. И выходит в финал чемпионата Дальневосточного федерального округа. На ковер приглашаются Шумов Владислав, Приморский край, Толмачев Максим, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победила Ханна Цеменова, Бурятия. Завоевала 3-е место и бронзовую медаль нашего чемпионата. Поздравляем! На ковер Б приглашаются Дулма Бадмаева, Ксения Лиханова. На ковре Б финальная пара спортсменок весовой категории до 50 килограммов. Борьба за первое место. Дулма Бадмаева, Республика Бурятия. Ксения Лиханова, Республика Саха-Якутия. Это финал или за выход? Это финал? На ковре А красный трико Шумов Владислав, Приморский край. Мастер спорта России, ему 32 года, является победителем международного турнира на призы ректора Дальневосточного федерального университета. Владислав представляет спортивную школу «Бурятия», тренируется под руководством Табаева.
Так, внимание! Завтра начало соревнований в 10:00. Взвешивание для участников второго дня с 8 до 8:15 минут. Идут последние поединки на коврах. осталось еще. Вот все. Вот эти последние. Все уже разошлись.
Поэтому присуждается Мухаммед Бадмаевой Республика Бурятия. И занимает первое место, завоевал золотую медаль. На этом завершена вечерняя программа сегодняшнего дня. Все, байырты, углы дұрыс қыпты.